Всем привет. Мы продолжаем проходить Bloodborne. Значит, я остановился. Локация у нас Соборный округ. Пойдем, наверное, вот сюда, вот в эту сторону. По идее, тут прохода нет. Будем искать, я так полагаю, босса Кровоглот. Ну, а там как получится. Да. Ах ты, падла. Аккуратно себя ведем. Падаем. Ртутные пули. Ну ладно. У меня их много. Даже он не успел меня задеть. Надо же. Что у него? 2 пузырька крови. Отлично. Просто замечательно. Так, вот тут можно наверх пойти. Но это, скорее всего, развилка идет в ту сторону. Давай ниже будем спускаться. Посмотрим, что там. Здорово. Я на 3 минуты раньше запустил. Почему это? У меня ровно 19:00. Я, наверное, часы спешат. Ага, тут тупик. Ладно, пошли дальше. Вспомнить бы тактику насчет Кровоглота. Когда-то же я ее смотрел, чтобы ее придерживаться. Угу. 4, да, гуляет? Часы на компе. У меня 19:02 уже. Сущая псина. Тихо, я тогда куда-то ударился. А так, собака сдохла, хорошо. Да сейчас, ёпта. Качественный замес. По 300 рубчиков дают у нас за этих ребят. Я, кажется, знаю место пока, где фармить. Холодная кровавая роса, отлично. И еще 2 коктейля. Давай-ка с другой стороны обойдем. Вот тут какой-то замес будет. На компе, ну да, что ты какое время поставил, так оно и будет показывать. Так, можно туда пройти, а можно вот сюда пройти. А тут, скорее всего, тупиковая какая-то штука. Но я видел, что спидранеры как-то вот эту штуку открывают. Гробницу. Может быть, там, кстати, Кровоглот сидит. Сейчас посмотрим. Это что? Знание безумца. Ага. Я эту сволочь услышал. Иногда они очень тихо подкрадываются, иногда прям бегут на тебя. Кстати, ну-ка. Смотри-ка, нету. Качество лучше? Нет, не сделать, уже все. А что такое? Тормозить она явно не должна. Это же как бы консоль. Ты имеешь в виду графена навалить? Это все, что плойка предлагает. Надо, короче говоря, вот этот рычаг вот тут наверху повернуть. Все, я понял, как это работает. Здесь будет проход. Максимум, что я могу еще сделать, это добавить яркости. И все. Ну тогда, у нас этот, как его, 1080p, в лучшем случае 4-я плойка. Или 720, я уже не помню. Я вот тоже думаю, то, что яркости достаточно, а то потом слишком ярко будет. Перебор. А так, тут это дело такое не контролируется, это ж консоль. Тут все по дефолту. Можно еще попробовать в настройках этого трансляции на ютубе. Тихо, я сейчас, блядь, чуть не отъехал. В настройках трансляции на ютубе повыше разрешение поднять. Здорово, Лайми. Ебучий стрелок, нихера он тут зарядил у меня. Раз, два, и все.
Только с учебы приехал, что-то ты поздновато. Чё ты так поздно приезжаешь? Я вот когда в школе учился, мы... Когда? Ну, часа в 3 точно освобождались. Вот, и здесь у нас будет рычаг. Где-то. Где рычаг? Вот он. Подожди, ну тут подстава может быть. По углам-то никого не шкерится. Вот этот рычаг у нас эту гробницу открывает. И, возможно, она ведет как раз у нас к кровоглоту. 1400 поставил, все равно мало. Но я же в колледже 5 пар. 3-й курс, бла-бла-бла. Ну, 5 пар у нас заканчивались где-то часов 5. Примерно так. Еще было дело, когда я в колледже учился, у нас пары начинались, бывало, в 2. И заканчивались в 7. И вот с утра до 2 часов дня я еще умудрялся поработать кровельщиком. Было и такое. Так, прежде чем дергать рычаги всякие, пойдем-ка вот с этим гавриком потрещим. Я не знаю зачем, но с ним спидранеры тоже разговаривают. Видимо, он что-то важное несет. Почему в гости не приходишь? Ну, пока... Вот, я вот, допустим, только сейчас проснулся и запустил стрим. Времени нет, чувак. Так, мы оба охотники, хотя охотимся сразу за разной добычей. Почему бы нам не поработать вместе и не поговорить о том, чему мы научились? Сотрудничать. Это ковенант какой-то, что ли? Ого, короче, очень хорошо, очень даже неплохо. Возьми это в честь нашего знакомства. Огненная бумага. И молитва. Охота на чудовище — это священное занятие. Пусть хорошая кровь укажет тебе путь. Ага. То есть у нас есть огненная бумага, которая, кстати, я тут пижмачок уже запачкал. У нас есть огненная бумага, которая, я так полагаю, в оружие мажется. Для улучшения каких-то определенных, ну, атаку увеличивает. Ну, как, в принципе, как в Dark Souls'ах. Мажешь огнем, мажешь молниями и подобное. Я еще даже не ел. Надо поесть обязательно. У меня, скорее всего, следующая неделя будет жестко нагружена. Надо будет медкомиссию проходить. Который в канализации. А какой босс у нас в канализации? Я вот без понятия. Тут еще один проход. Я рассчитывал на босса, кстати, прям тут уже. Что я тут делаю? Все равно, вот прям жопа чувствую, где-то кровоглот тусуется. Умеряющий кровавый самоцвет. Так-ка посмотрим, для чего они вообще. Ну, вообще, эти самоцветы втыкаются в оружие. Какие-то свойства их поднимают. Один. Лучистый какой-то. Атака плюс 0,7%. Ну, такое. Вообще, каждый день с 8 до 7. По 13 часов учишься, ёбнуться. По 12, по 11. По 11 часов. Так, кровавый самоцвет, который совершенствует оружие и добавляет различные атрибуты. Кровавые самоцветы крайние, редкие кровавики, растущие на холодной крови. Кровавые самоцветы вплавляются в оружие при помощи инструментов мастерской. Но у меня такой есть инструмент. Не знаю, сколько раз его можно юзать. Но только при совпадении формы. Большинство лучистых кровавых самоцветов имеют эффекты, воздействующие на физическую атаку. Короче, как бы это самоцвет есть, но он, скорее всего, пососный совсем. Ну, 0,7 атаки такое себе. Похож на собаку, недокачка, который делает становой со спиной. Ага, я понял. Так это кровоглот, я вот как раз к нему и иду. Я видел, что... Ой, здрасте. Не зря я, кстати, пуху прокачал. На этот, как его, на плюс 3.
Осколок кровавика. Кстати, возможно, и с этого тоже уродца, если что, осколки кровавика фармить. Bloodborne на ПК ждем, хотя вчера вышел Steel Rising, тот же самый Bloodborne. Но он, говорят, совсем убогий, этот Steel Rising. Ну, такое, как бы. Для казуалов и все такое. Вообще, очень жаль то, что они забили и не портируют Bloodborne на ПК. Такую отличную игру похоронить пытается. Жаль. Что тут, никакой подставы, что ли? Тут у нас еще этот Atomic Heart перенесли. Когда неизвестно. Вчера еще сидел этот, настраивал, как вам. Киберпанк. Они ж там понамудили всяких делов. Так, стой, а если я вот прямо отсюда разбегусь и прыгну, у меня получится? А, можно и так сделать. Зачем прыгать, если можно не прыгать? Тут что-то лежит. Противоядие. Но у нас же кровоглот травит, кстати сказать. Лампочка. Ну, значит, босс где-то рядом. А это срезка получается на улицу. Этот город давно покинут, охотникам тут не место. Уебывается, но открывает. Что-то я тут улицу это не узнаю вообще. Нет, я тут не был вообще. Не был, точно. Когда хуепутало какое-то ползает. Не, я туда пока не пойду, рановато. Так, давай, короче, мы лампочку поджигаем. Фиг. Тут, естественно, ни хера. Слушай, ну нет, кровоглот получается в другом здании где-то. Угу. Ладно, лампочку запалил, и то ладно. И вперед. Охотник, ты что, не видел предупреждения? Уходи немедленно. Люди сожгли и покинули старый Ернам. Теперь здесь живут только чудовища. Они не могут причинить вред тем, кто наверху. Ступай назад. Или охотник станет добычей. Он ко мне обращается? Кто это вообще, блядь? Покажись. Покажись, я тебя разъебу на раз-два. Так, давай-ка мы туда пока не будем спускаться. Какой-то мост расхреначенный. Вот опять же, я не знаю точно. Постоянно дороги разделяются на несколько частей. Какая из них подходящая? Ну, так или иначе, везде придется побегать. Блять. Водозвон, он сливается с этими полом. Ебать, трассировка лучей. Так. Возможно, дорога-то только одна, кстати. И так еще не так сильно мозги ебет, как обычно. Если я сюда прыгну, то обратно не залезу. А вот тут. Тут типа прыгай обязательно. Я понял. Ну и чё, куда идти? Блин, ну ладно, да. Сюда арканем, тут вроде предметы есть какие-то. Халявный осколок кровавик.
Сейчас вот туда еще попробуем залезть. Но мне по-любому на эту крышу. Отсюда только вниз можно. Там какое-то животное кряхтит. Ага. Ну так или иначе мы должны... Это вот этот мост, да? Блять. Так или иначе мы же должны где-то оказаться. А как сюда попасть? Только снизу с самого. Твою мать, Хидетака. Как панахидетака или что-нибудь такие. Ёбаный в рот. Так, там тоже тупик. Если начнется другая лока, то придется возвращаться прям к костру. Ну да, тут особо выходов-то других и нет. Если только туда упасть. Но там-то и можно и сдохнуть запросто. Блять, все такое интересное. Так да, я вот вижу, что суперскип, но... Что он... Куда он ведет просто? Там что-то большое сзади. Я его, блядь, по топоту слышу. Он меня еще чем-то, сука, травануть пытался, пузырек крови. А похер, бахнулся. Херово то, что про запас нельзя собирать. А, и все, и тупик. Он тут что-то валяется. Да, вот этот скип я видел, но вот только куда он ведет, вот в чем вопрос, понимаешь? Но мне все равно сейчас, кстати, тут падать надо. Мне бы ничего не пропустить, я вот о чем. Так, отсюда, ну точно никуда. Но так или иначе, Хидетака тут все эти, все локации за Хидетака, они тем не менее связаны между собой. Просто ты пока идешь в ахуе, ничего не понимаешь, а потом хлоп и все. А ты, оказывается, тут везде уже рядом бегал. 1000 миллионов лет. Вот, допустим, чик отсюда. Мы поднимаемся, подожди. А тут точно тупик? Я же тут прямо отсюда я вообще откуда не могу, да, пройти. Значит, эта дверь у нас открывается с другой стороны. Все, я понял. Но только когда я в ней окажусь, хер его знает. Значит, сейчас, получается, поднимаемся и по возможности и на мост. То есть он все равно так или иначе закольцевал все это дело. В этом еще и прелесть как раз игр Dark Souls, то что ты сначала бежишь просто на пролом, хер знает куда, а потом, ёпа мать, да я ж тут был. Только с другой стороны и попасть не мог. Классика. В принципе, мне сейчас росы хватит, чтобы я еще один левел вкачал. Надо ловкость поднимать. От нее спила скалируется. Хотя не факт, что я что-нибудь другое не решу потаскать. Но я так посмотрел, в принципе. Бля. Ближайшее оружие так не скоро будет. Мудаки чуть не догрызли. Они постоянно толпой летят просто. И начинают тут тебя херачить со всех сторон. Так. Жаль. Кстати, жаль то, что я не успел купить дополнение Old Hunters. Там очень много классного оружия. Ну и интересного к тому же. Давай его спарировать. Ну да, ну-ка давай еще. Да ёпта. Куколку-то хоть достань свою. Медленное отравление. Да. На 3-й раз спарировал.
Надо вот учиться тому, пока, ну, вот этому моменту, когда он пистолет свой достает. Это как бы важная хуйня здесь самая. Причем пистолет быстрее мушкетона извлекается. Что здесь? Закупоренную дверку нарисовал. Вот где он, блядь, стоял? Че он сразу не напал? Ёбище. Вообще без понятия, где он ныкался. Сучара. Ну-ка, давай туда заглянем. Короче, сегодня, ну, на сегодняшний стрим идея фикс замочить Кровоглота и Викария Амелии. Вот которая такая как псина мохнатая белого цвета. Надо сначала до Кровоглота добежать. Я у него прыжок. Он меня чуть-чуть затронул, но все равно я отбил, короче, с атаками. Вернул себе хп. А ты искусный охотник. Умелый, беспощадный, объединенной кровью, как лучшие из охотников. Прям нужно было сейчас говорить, пока на меня два мудака бегут. Там третий еще. Хорошо, что я вышел сюда. Ебать, у него замах длинный. Пока хорошо идем, кстати. Мобы еще лайтовенькие. Хотя тут такие шпалы ходят, которые раза в 3 меня выше, но вообще похуй. Они и так рубятся нормально. Гаскоин, я так понял, да, завалил. Гаскоин улетел на 3-й раз. Чудовище из церкви сдохло с первого трая. Здорово, Степан. Что он сказал, блядь, я пропустил? Ну ладно, я думаю, ничего важного. Гаскоин сдох с 3-го раза. О, вот это подстава. Блядь, нужно заныкаться где-то, твою мать. Где я вот так спускался? Вот уебище, а? Ну мне так или иначе дорога-то одна. Давай по низу попробуем. Блять, он везде достает. И сносит пизда. Он сказал, я должен тебя остановить. А, так это он пиздел на меня, да, на этой церкви. Вот я думаю, кто, блядь, со мной разговаривает. Пиздец, он даже тут стреляет. Но пока я его не ёбну, мне там не осмотреть ничего. Он меня тупо завалит. Да даже возле окошек опасно. Ой, пошли вперед. Ну да. О, давай-ка мы тут с ними подеремся. Давай, блядь, на мужика. Ладно, если в рот они ебутся, значит хуй они сосут. Подумаешь, немножко по хилам просяду, да и все. Здорово, компаш. Я, короче, привел 24 часа челленджа в микроволновке. Итог я стал спринт трапа. Что это такое? Что это значит спринг трап? Я знаю, в Южном парке Рэнди у нас яйца морозил в микроволновке, чтобы рак себе заработать и получать марихуану бесплатно. Как в целях исцеления.
А вот это подстава. Подожди, он же только что эти бомбы взорвал, точнее бочки. Разводят, суки. Все, бежим. Бежим. Блять. Я думал, это кирпичики какие-нибудь. Хуя тут ворон. Ах, хилов не дают ни хера. Жилят. Блять, тут их двое еще. Тут каждый моб, сука, у него вообще не случайно расставлен. Умеряющий кровавый самоцвет. Давай посмотрим, что это такое. Я таких еще не находил. Холодную росу еще можно бахнуть. Кровавый самоцвет. Тускнеющий и лучистый. Какая разница между ними? И так, атака плюс 0,7. Аниматроник из FNAF 3. Я понял, что это за игра, но я видел ее, наверное, секунды 2. Потом меня начинало немного подташнивать. Так, ну-ка по-тихому. Жало только высунуть. Слушай, да тут пробежать можно. Постоянно дают противоядие, но меня напихивают, потому что у нас этот кровоглот травит постоянно. Самоцвет оттенка крови. Атака 1,8. Вот. Я, короче, буду ждать какой-нибудь прикольный, прям прикольный самоцвет. Я так полагаю, что если ты один раз его запихнул в свое оружие, то его, наверное, хер достанешь уже. Тут не стреляет? Ну да, блядь, не стреляет. Сука, еще подождал специально. Такой утырок. Блядь, а тут народу пиздец. Ёбаный случай. Сколько их тут было? 8 нахуй? Пиздец. Напали чуть-чуть. Ну, ща дадим пизды. Бежать далековато, но похер. Розмарин. Особое оружие, которое использует хор, выкос. Ну, короче, вот этот розмарин мне мужик дал. Но мне его почему-то напялить нельзя. Видел, как чувак один билд строил чисто вот от этого розмарина. Он брал и поливал просто всех огнем. Там урон просто ебейший получается. Так, у меня еще 13 теперь кровавиков этих. А, пузырьков. Так, отсюда. Блять, до свидания. Ох, чувствую, еще паровоз тут соберу. А, блять, откуда? Сюда. Если я сейчас подохну, минус 5. Надо было получше, наверное, путь-то изучить. Ой, блядь, а как я тут оказался? Да идите вы нахуй со своими осколками кровавика. Ну и пиздец. Нет, будем отбиваться. Они мне пройти не дадут. Этот там уже вообще заряженный, да, ходит? Вот куда пробегать надо было. Опять как самоцветы. А тот застрял. А нет, все нормально. Подошел. Слушай, у меня иногда оружие критует неплохо. На 160 урон вылетает. Из прокачанных 140. Тихо. Надо их как-то, блядь, подманить сюда. Эй.
Уёбок. А чё ты не попал? О, тихо, 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 тихо. Отцепись. Все. Меня чуть таргет цели не подвел. Главное, по своим-то он не попадает. Это нормально. Тихо. Все, нормально. Стрелять тут вообще дело бесполезное. Эти ртутные пули, они урон не наносят. Фишка их в том, что ты это пистолетом просто оглушаешь противника, и в этот момент ему втыкаешь в пиздак свою эту вот пуколку. Ну, любое свое оружие, которое у тебя находится в правой руке. Вот в чем суть тут пистолета. Не более того. Он урона не наносит, разве что минимальный какой-то там. Подманивать тут нужно камушками. Вот у меня их 20 штук. Чё? Там кто-то орёт вот за этой стенкой. А, понятно кто. Опять противоядие. Ну вот смотри, давай попробуем стрельнуть. Ну и чё? Видишь, какое расстояние? Блять. Да ёб твою мать. Пиздец. Ну он побежал за мной, спасибо. Надо душу забрать. Они как раз, блядь, все там троем и валяются. Возможно, даже душу мою у кого-то там из них. Еще 150 откуда-то прилетело. Там кто-то помер, видимо, от старости. Вот здесь. Ебучий стрелок. Вот он, блядь, всю малину портит. Откуда вы? Все, текаем. Текаем обратно в будку нахрен. Да хуй-то. Готов. Вот как раз и этот подходит. По очереди мы их запросто перерубим, но когда на тебя сразу же 4 несутся в одном, ты зажат в углу, а сверху, блядь, пулеметчик, это, ну, это классика. Классика хидетаковская. Яйца тебе зажать, чтобы ты, блядь, последние, эти, как его, души потратил. А потом и вовсе сюда не прийти не смог. Вот у этого были мои отголоски крови. Ну, душу. Окей. Круг. Самоцветов, кстати, начали напихивать. Так, надеюсь, этот гондон меня тут не заметит. Бля, очень хочется вот эту штуку собрать, но он, скорее всего, меня сразу же стрелять начнет. Бля. Ладно, давай, спидран, похуй. Жадность фраера погубит. Кровавая роса, блядь, усралась она мне 1000 лет. Ну, хоть этого клоуна я сбатил на атаку. Еще один. Ладно, в обход. Где? Где? Езжи. Он и так меня видел. Здесь никакое чучело там не заныкалось с другой стороны. Пузырек крови. Да спасибо. Да, тихо, тихо, тихо. Это кто такой шустрый такой? Что это за чучело? Открывается с другой стороны. Блять. Ну такое себе вот в этом коридоре биться с этим диким мужиком. Надо стрелка сначала загандошить, а тот не подойдет. Хотя подожди. Ну-ка, подошел сюда. И он прям тащит меня, сука, туда. Будем ждать. Да, я вижу, что он тоже охотник, он также перемещается, как я.
Мы будем его ждать. Подожди. Он же у нас побежал, когда я вот на ту лестницу заходил. Не, слушай, это его вообще никак не триггерит. Ну, почти же. Блять, ну он специально меня туда тащит, чтобы я попался на этого... на стрелка. Бам, 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 бам. Будем терпеливо ждать, он подойдет в любом случае. Он просто этот дерганый какой-то. Я ему разъебю. Он несложный. Эй, а он лечится, да? Блять, придется еще дольше его ждать. Пока эта гнида хилится, мне с ним ничего не сделать. Он свои хилки потратит, у них, как правило, там одна или две всего в запасе. Ну, давай, что ты? Сучонок. Я сейчас попытаюсь ему, конечно, массаж простаты сделать. Ну, это вот вообще бесполезняк, трата пуль. Она его даже не успокаивает никак. Единственное, только пробовать во время его выстрела как-то парировать. Ну, да хер его знает. Давай-ка его тут. Угу. Что-то помещение очень похоже на кровоглотовское, но не факт. Ну-ка, а прям тут с ним попиздиться можно на ступеньках? Блять, ну... Стандартная херня, он тебя лупит через текстуры, блин. Так. А я наверху там был, получается. О, иди сюда. Главное эту гниду, короче, на лестницу не пускать. Пока он, блядь, на лестнице, он заебет. Давай. Да похер, на мужика сейчас зарубим его. Быстрее. Пиздец. Пукалкой своей выстрелил, последнее хп у меня снес. Уёбок. Сейчас сделаю. Ну, надо как-то этот на лестницу путь преградить, чтобы он обратно не возвращался. Бля, опять бежать. Хилов-то все меньше. Чувствую, фармить скоро бежать придется. Па-па-па-пам. Где-то, блять, не тут. Он взял, распихал тучу врагов. Как раз в том месте, чтобы ты под обстрелом был. Эй, чувак, ты там не в ту сторону воюешь. Что-то с него выпало. Понятно. На пистолях, да, ну, он, блядь, как ёбнутый, начал спамить своим ударом. А потом... Тихо. Ай, блядь. Да. Надо было не ломиться так быстро. Так, блядь. Хотелось бы лишних, конечно, не агрить. Погнали вот так, короче. Я, конечно, понимаю, вот эти ребята, но они, блядь, тут столько времени занимают. Вот так, давай. Шесть. Ну давай. Ну, примерно вот как только я спускаюсь с лестницы, я уже под обстрелом. Иди сюда. Все, погнали рамсить.
Угу. Как вариант. Прям через эти его тоже рубить, через ступеньки. Ладно. Кровь у меня уже лучше. Давай, я буду спиной держаться хотя бы к этой штуке. Немного посмелее себя поведем. Блять. Спамит и спамит, а. Здесь его один раз достаточно ебнуть. Да ёб твою мать, он просто забивает тебя. Сейчас бы не увернулся и пиздец. Уёбище, блядь. Короче, главное не жадничать. В принципе, по дороге достаточно двоих тут убить, получается. Ай, блядь. Три пузырька. Так, вот отсюда, бля, не видно же ни хера вообще, куда бежать. Вот так. Отсюда мы сюда сквозим. Так вот этот гондон тут ходит. Да, и пиздец, 10 штук мандой накрылись. Нехер пути менять. Пошли пузырьки, короче, фармить. Что тут с тремя пузырьками делать? Так. Да видишь, как раз ты вот прям падаешь под обстрел, а нужно сбоку обходить. Вот в чем прикол-то. Если бы не жадничал, можно, в принципе, было бы завалить его. Ну, надо обходить в любом случае. Потому что там получается как? Идет площадка, и она простреливается примерно на середину. Вот вторая половина как раз, когда ты спиной стоишь к какой-то закрытой там двери. Сейчас сначала ворон. Но у этого по-любому должны быть пузырьки. Я прям по роже вижу. Уебище. Сейчас я чувствую тут на фарме. Так, давай. Раз, два. Два пузырька. Камень, это похер. Так, у нас вот у этого пули, блядь, ничего не видно. Еще же один был тут. Все потому, что у меня не висит на ноге фонарик. Я не вижу ни херашечки. Чик, о, свету дали.
Так, вот здесь у нас ходит 2 гаврика. Ну, с этого стандартно 4 пули. С этого у нас что? Пузырька 2 штуки. И вот здесь вот у нас идет 2 мужика. Они вот тут находятся. Слушай, с него тоже что-то выпало. Живем, ебать, крыся. Иди-ка сюда. Вот как раз петельку оружия прокачано, чтобы их рот наоборот. С одного удара, чтобы выносить этих гомиков. 2. И тут 2. Все, можно возвращаться. Ну так пару раз бегать и нормально. В принципе, если есть бабки, то можно это как можно и покупать эти пузырьки крови, как бы не возбраняется. Ну ты же их динамишь, эти деньги просто как чмо. Ну, десятку просто как с куста, блядь, подарил. Сейчас придется через всю локу бежать, чтобы обратно хоть как-то эти время деньги отбить. Ну, души. Но эту гниду прям надо завалить. Я прям жопу чувствую, очень надо. Он очень попортил впечатление. Большой маздачка. Бежал я вроде все нормально и даже пробирался как раз наверх этого стрелка, а тут, блядь, нарисовался. Сейчас мы его запидорасим по-любому. Пробовать его парировать, может быть, стрелять ему в рожу. Иди сюда. Камон. Давай, давай, давай. Чкошник сраный. Я пока попугаев твоих тогда разъебу, если вы не против. Ну, приз стандартно, только камни. Давай. Оп. А, блядь, оружие-то не было сложено. Или разницы никакой. А почему-то в прошлый раз не спарировал. Удивительные истории Ихидетака. С этого у нас, короче, по стандарту ничего не падает. Где? Может, их убивать-то не надо? С них же ничего? А нет, смотри. Рандомненько, но сыпятся какие-то у них хилки с них. Иди сюда. А с этого он, получается, не упадет. Падает, все в порядке. Ну, Хидетак, ну разбойник. Давай. С этого тоже хилы упали, кстати. Wait. Молотов. Кстати, хорошая вещь порой. Давайте, мужики. Ну, в принципе, можно с 20-кой вот как раз туда и ломануться. Как бы на этом фарм и закончен. Блестящие монеты. Ах ты, жирная жопа. Ну а с тебя что выпадет? Как киндерсюрприз надо над ухом потрясти. Пузырек край. Блять, ну все равно разок бегать надо. Ну хотя бы, в принципе, не весь мост можно пробегать. Достаточно просто первого попавшегося моба.
Чтобы он мне родил 2 пузырька и погнали дальше этих стрелков мудацких траить. Можно, конечно, вон туда ломануть. Да? Какого-нибудь из них. Иди сюда. От камней уворачивается. Ну, хоть заметил. С них 3 штучки упадет. Бля, ну первый раз, когда я с этими ребятами тренировался, так вообще была жопа. Они меня убивали просто. Как здрасте. А теперь вроде так и подучил, нормально. Кстати, можно с моста не уходить особо. Можно прям тут фармить. Пузырьки, вот это вот все. Так, жахаемся этой штукой. Еще 3 пузырька. Шикардосина. Я, короче говоря, с этого моста прям уходить не буду. Всяко лучше 2 оборотней завалить и получить 6 хилок. Потом спуститься и еще 2. К жирным можно не спускаться. Единственный их плюс в том, то, что они парируются легко. А вот оборотни попробуй еще парируй. У всех же тайминг разный. Так, старый Ернам. Вчера посмотрел, кстати, мод на Dark Souls 3. Называется Pocket Souls. Ты, короче, можешь ловить врагов и потом их призывать как покемонов. И они дерутся вместо тебя. Забавный мод. Особенно, когда уже там ты себе левел поднимаешь, ловца. И ты там можешь уже этих просто боссов ловить. Ну, таких, не основных, короче. Их демонов там и так далее. Вот, ты их можешь ловить и потом просто призывать их на битву с другим боссом. Прикольно смотрится. Я же даже подумывать начал, чтобы еще раз пострадать в 3-й Souls. Здорово, Илюх. Нет пока, нет. Быстров начал скулить, что присылают к нам этих на замену недоучек. Шалопаев, так сказать. Ничего не знающих. Поэтому он попросил хотя бы неделю. Пока они там поучатся, ой, как медкомиссию пройдут. Короче, в среду я пойду медкомиссию брать направление. В среду возьму направление на медкомиссию, а там уже как карта ляжет. Что скажут, я не знаю. Так, можно вот здесь сократить путь. В среду возьму направление на медкомиссию, пока тоже начну проходить, поэтому тоже же время, чтобы не терять. Так что, пару неделек еще придется, я думаю, поработать на насосах. А что-то не в теме. Пока-то особо рассказывать нечего. Я пока еще работаю машинистом вовсе. А так вообще, как бы... Нет, Соловей ушел в отпуск. Соловей ничего не подписал. Он до сих пор против этой затеи. Будет подписывать Быстров. На него там повыше люди надавили. Все нормально. Вот. Условие было перевода такое, ну чисто через кирпичево же. Условие было перевода такое, что ладно, этих я ребят трогать не буду. Вместо меня на насосную берут человека, а меня спокойно отпускают. Так вот, отдел кадров им 3 людей подогнал, которые сейчас проходят медкомиссию. Вот. Но, кстати, у нас у нас психолог в отпуске, так что психиатр, психолог, нарколог. Он у нас, короче, в отпуске, и поэтому при любом раскладе, пока он с отпуска не выйдет, мне все равно медкомиссию даже не пройти, так что все, короче говоря, толпой 4 человек ждут, пока у нас
психолог, психиатр, нарколог, короче, в общем-то, этот товарищ нагуляется, и тогда мы все быстренько подписываем медкомиссию и распределяемся по местам, куда кому нужно. Вот, отдел кадров, короче говоря, предоставил вместо меня своих специалистов, а моему начальнику мало. Ну, я не знаю, тоже говорят такое, то, что медсестра вроде как подписывала, но почему-то эти ребята именно ждут его. Может быть, сам целиком кабинет закрыт, я не знаю. Все, я его буду тут ждать. Ну, пока вроде все неплохо, как бы все пока ждут и надеются на хороший исход событий. Да нормально, короче, перевод-то будет. Костров не против подписать, как бы все нормально, он говорит. Я, говорит, ценю твое стремление перейти, но, говорит, мне тоже это надо понять. Вкратце, как сказать, прогресс, да, пошел. Вот, ну, Быстров начал сегодня ныть, почему он сразу же не подписывать не стал. Он начал ныть, то что машинист 5-го разряда, говорит, вы отпускаете, ну, я должен подписать ход машиниста 5-го разряда, чтобы, а вы мне даете, ну, учеников, там, кто-то с 3-м, а кто-то вообще просто ученик. Вот. Типа неравносильный обмен, как он так вот выразился. Вот. На что ему в отделе кадров сказали, мы как бы тебе покуха, говорит, чувак. Мы меняем, говорит, тебе, во-первых, не разряд на разряд. Не в этом заключается фишка обмена. Мы меняем человека на человека, так что довольствуйся тем, что дали, и не жужжи. Что как-то так. Блять, вот ты откуда-то взялся. Заебали они из-под тишка нападать, вот честное слово. Там еще видишь как? Он же сказал то, что так как неравносильный обмен, вы мне, говорит, ну, почти необученных людей даете. Вот. И поэтому мне их нужно, говорит, отстажировать, там хотя бы месяцок, давай ты, говорит, поработаешь там. Месяцок, короче, они поучатся и так далее, а потом мы уже будем тебе, типа, менять. Я так про себя прикидываю, ну, а сколько они будут учиться? Вот правда, чтобы... Кто-то же может и полгода стажироваться, а кто-то еще больше. Я говорю, нет, так не пойдет, давай-ка звонить в этот подбор персонала. Вот, и... Собственно, это дело более-менее разрулилось. Так что там, в общем, на чем порешали? То, что первой насосной перейдет на 1А, товарищ. А вот этих учеников отправят на первую работать. Вот и все. Там они будут стажироваться. Если в такой расклад, то, скорее всего, Серегу будут ставить Беликович. Один А это только изучал. А1. Это самое сложное, как говорят. Сколько там вопросов-то к экзамену? Вот это чмо, которое стреляла тут. Я, кстати, видел, что его вот так вот спихивают просто. Та-дам! И он испарился. А чё душ мне за него не кинули? О, 8 соточек. Пошел он в жопу с ним драться. Я его так застрелил. Забавно. Так, теперь нам нужно получше вот это сделать, все здесь осмотреть. Он же мне не давал нормально разглядеть, как что тут. Кстати, вот тут еще какой-то проход. Бля, не знаю, прыгнуть, не? Опасности.
А, похер. Кстати. Бля, все как-то тут знакомо и в то же время не очень. Ладно, давай вот эту блестяшку возьмем и потом немножко съебемся отсюда. Но, как обычно, вот это говно с жердочками, вот ненавижу эту херню. Когда аккуратно тут надо перемещаться, просто чтобы не упасть. Ну и чё я тут оперся сюда? Короче, надо думать, как назад вернуться. Бля, как панахиды так, вот херни всякой. Вопрос однотипный. Так а сколько в билете-то вопросов вообще? Допустим. Там же по билетам, я так полагаю. Так. Ага. Все, я хотя бы понял, где я нахожусь. Давай осмотримся. Тут у нас, значит, подъем чисто наверх. Это, скорее всего, срезка, она будет снизу. Вот там, в принципе, я все, что нужно, мне осмотрел. Давай вот тут глянем, что есть. Посмотрим, куда у нас ведет. Одна штучка. Бля, и тут проходы какие-то. Один билет, 20 вопросов. А всего билетов сколько? Как у нас коллеги выражаются, сколько одинаковых вопросов, однотипных. По-моему, самые однотипные вопросы, которые мне встречались, это когда я на бульдозериста сдавал. Там главное все время отрицательно отвечать. Бля, и тут еще какие-то проходы. Твою мать, тут прыгать можно неделю. Я не буду рисковать. Да, я тут был. Или нет? Да, я тут был, все в порядке. Правда, возможно, вот здесь еще развилка была. Наверху. Или нет? Он как-то тут стрелять начал, да, вот я не смог рассмотреть как следует. Ага, никакой тут развилки не было, чистой воды подстава. А чё тут никто не нападает? Я тут ни с кем не дрался, кстати. Там приложуха на телефоне, вот только телефон купил и поставил сегодня. Ну я, в принципе, так же, кстати, к экзаменам готовился насчет прав. Ну, на бульдозерист. Почти все вопросы у нас были, ну, в телефоне, короче. Все. Ты просто платишь за то, чтобы тебе дали логин и пароль к аккаунту, который содержит вопросник. Там что-то рублей 300, по-моему, за это удовольствие надо заплатить. Дорого, короче. Так, вот тут еще что-то лежит. А как сюда добраться? Интересное кино. А как забраться сюда? Там вот что-то очень вкусное лежало, походу. Эй! Так, вот я отсюда могу еще тогда упасть. Будем нычки вскрывать хидетаковские. Угу. Отсюда, вот сюда.
потом отсюда вот сюда. А, по-моему, тут нельзя будет запрыгнуть. Блять. Ну и что делать? Бля, вот там в окошке виднеется какая-то очень интересная штука, но ее не поднять. Ну и ладно. Тут тоже потихоньку начали пузырьки крови фармиться. В этом году B1 сдавал, когда готовился. В приложении было что-то около 120 вопросов. А, ну ты говорил. День экзамена, хлоп еще. Не, ну это жесть, конечно. Это жесть. Готовишься к 120 вопросам, тебе еще 80 сверху прилетает. Ну блин, а как туда попасть-то? Вот где-то откуда-то можно прям грохнуться. Я ж только что посмотрел. И ты будешь прям точно туда попадать. Там вот сломана должна быть стена такая. Ну хидетака. Геймдизайнер, блять. Слушай, а может быть вот так как-то? Нет. Подожди, а если на вот эти леса как-то упасть? При любом желании ты туда не достанешь. А блестяшку-то взять хочется. Погоди, что за балкон? Ну я тут был. Что, упало? Ништяк. А пока по мне стрелял этот урод с пулеметом, ни одной хилки не упало. Вот урод, да? Бля, вот это вот куда меня приведет, хер его знает тоже. Ладно. Я уже и забыл, где я видел вот эту блестяшку. Вот где-то тут. Но как туда попасть? Может быть вообще это, блядь, другое. Это другое. Я не знаю, короче, похер. Похер на нее. Я вообще кровоглот ушел. $7900, блин. Еще пару тысяч резонно будет вообще, блин, вернуться и прокачаться. Так, вот отсюда что можно увидеть? Вон там какая-то штука. На нее можно попасть только сверху. И тут внизу одна. Спокуха, Джексон, что вы орете? Сейчас я подойду. Пошли ниже спускаться. Там у нас эти штуки, короче говоря, в этих капюшонах ходят везде. Здравствуйте. У него глаза-то краснющие. Злая поди. Сорян, засмотрелся. Ну, иди сюда.
Откуда они все бегут-то, я не понимаю. Понятно, они снизу все просто. Сейчас, пацаны, я прочитаю сообщение. Мне тут чуть-чуть меня пиздит. Хуя, у него там по 16 подач. Че, все? Закончились? Нет, он, я вижу, через текстуры гнида торчит одна. Хидетака же у нас, как обычно, не накинул этих какого. Паузы в игре нету. Поэтому пока я в щекотливом положении, я не могу остановиться. Так, что там? Все же будет круто, если мне демона дадут либо луком. Не факт. Походу они будут рассматривать насчет Беликовича. Я глянул, 184 вопроса в приложении. Не знаю все, не все. Даже не знаю, сколько можно ошибок сделать, 2 вроде. Возможно. Это же тебе не на права как бы учиться. На права-то вообще ошибок нельзя допускать. А тут, скорее всего, одна погрешность может быть. Тем более, скорее всего, там тест, правильно? Весело тут у вас. А где кровоглот? Пиздец, их тут было очень, кстати, много. Я 4 там наверху положил. Тут еще вагоны. Ну, 3. Бля, стамины не хватает. Чик-чик. Очко себе кликни. Да надо же. Куда я потом пойду? Вот это вот что такое у нас? Ритуальная кровь. А для чего она вообще? Я, кстати, второй раз ее собираю. Нахрена она нужна? Материал, используемый в ритуале святой чаши. Один из основных ингредиентов для наполнения святой чаши. Это не свертывающаяся кровь. Когда все растворится в крови, случится перерождение. Кто-нибудь что-нибудь понял вообще с этого описания, блядь, предмета? И чё? Есть этот материал. Святая чаша. Я не знаю, может быть, я потом ее как-то должен быть увидеть случайным образом. Что-то не свертывается, короче, кровь это. Для чего? Нахрена, я не знаю. Ой, блин, хотелось бы, конечно, вон ту блестяшку наверху поднять, но как туда добраться? Вроде не взаимосвязаны между собой. Да. Даже если я наверх поднимусь и по жердочкам буду этим шагать, мне все равно туда не пройти. Потому что она вот здесь лежит. Это надо как-то с другой стороны падать. Не знаю. Когда сдавался допуск и был ковид, можно было сдать в своем цеху на компе. А в этом году на B1 сдал, когда-то никто нас не палил. Девушка выдала пароль и ушла. А, ну так это замечательно, так экзамены сдавать. Вообще на изи. Так, что ты орешь? Вот что ты орешь? Дурной, что ли? Стоит тут он. Разорался. Только кричал, чтобы сдохнуть. Все, в принципе. А я думал, вот эта штука может ожить, и я типа попал к какому-то не в самое время подходящему боссу. Кстати, возможно, вот это тоже такой кровоглот, только он еще типа не живой. Очень похож на него, кстати. Сейчас, если ближайшая лампа будет, надо будет это портануться в сон охотника и качаться. Бля, все бегу, а где? Где кровоглот? Кстати, возможно, он уже где-то рядом. Возможно.
Кровь. Геморрой на больного. Может быть, это для чашек, чтобы как-то попадать в какие-то там эти данжи, если я не ошибаюсь, есть. Где можно осколки всякие фармить. Вот эти вот... Да иди ты нахер. Блять, она еще живая. Я ее там какую-то петушечку не добил. Там какие-то данжи есть, я не знаю, вот только они... Ну, чувак кверху жопой. Кстати, любимая фишка Хидетаки, вот так вот людей, он еще в третьем Dark Souls, кстати, вот он, кровоглот, вот тут по прямой находится, я по дверям узнал. Любимая фишка Хидетаки, человека положить раком на перила, короче. И потом там еще, помню, в третьей, по-моему, части, вот, где это? Сейчас. Вот такие вот фантомы встречались. Которые типа пальцем ему в жопу тыкали. Ну, это, видимо, юмор для посвященных. Пошли кровоглота в жопу рвать. Далековато, по-моему, тут от босса лампочка. Я что-то бегу, а как-то все, конца нету. Слушай, даже тут в обход не получится. Хера до него идти. Все-таки я думаю, люстра где-то рядом. Ну не может такого быть, что что ты просто будешь через всю локу пердолить, чтобы... А, вот она срезка. Ну почти через всю локацию, кстати. Я даже знаю, где я сейчас вылезу. И в жопу животным что-нибудь пихать. Перед кровоглотом можно бумагой оружку помазать. Да, это я помню. И кто-то еще, кстати, не оружие мажет, а кидает приманку для него. Погнали, сон охотника. Если я хотя бы качну, а то десятку просирать неохота. Там еще кто-то, кстати, живой. Подъем. Ёпта. Ой, опасно. Опасно. Пилили пол здоровья. Чё я сюда приперся? Ладно, мы сейчас этих пузырьков я сейчас фармить не буду, я докуплю просто один. Кстати, вот насчет пихания в жопу всяких твоего там меча и так далее. У нас я еще заметил эту фишку в первой Dark Souls. Потом в третьей части это было. Я вот не помню, было ли это в Elden Ring. Но это не точно. Бля, я по длинному пути побежал. Там можно было еще короче. И еще короче сделать. Ладно. Ну, когда вот играешь в игры от Хидетаки, как бы, вот именно с таким геймдизайном, вот именно локаций, хорошенько мозг работает. Типа ты начинаешь такая, ага, вот здесь отсюда я попаду вот в эту точку. С этой точки я смогу вот сюда пробежать. Как-то так. Возможно, возможно. Кстати, писали то, что Панин вроде в Россию вернулся обратно. Будет собак там дрючить снова. Так что берегите своих псов. Так, мне хватает ровно на 2 левела, стопудово. Давай. Сейчас мы как раз до 20-очки жизненную силу. И потом ловкость качаем, чтобы у нас немного подрастала атака оружия. $4900 надо.
Ну-ка, а вот то, что я собрал. Да заткнись ты. А вот то, что я собрал вот здесь. Чин-чин-чин. Холодная роса. Использовать. 4. Оп. Прям еще один левел бахнем. Чик. Да. Как раз еще на левел и хватает. У меня там в остатке что-то, ну, пятихатка, по-моему, останется. Давай, наверное, еще ловкости. Бля, или силу. Так вообще у меня ухо скалируется от ловкости, но и от силы тоже. И стойкость, блядь, надо. Короче, надо вот 4 пункта. Раз, два, три, 4. Это вот прям обязательно. Вот это вот, ну, оттенок крови и тайны. Это уже такие приблуды, там, когда у тебя пушки какие-нибудь прикольные попадаются, там, я не знаю, какой-нибудь меч лунного затмения 8, там, ты ее точишь на плюс 10, и она потом хлоп, эскалирование дает от какого-нибудь оттенка крови или от тайны. Так что не самое важное. А вот эти вот 4 пункта прям надо. Особенно, ну, жизу надо до 40 минимум докачать, силу до 50. Ловкость, наверное, ну до 25 точно. И стойкость. Маленькая. Хотя бы. Или стойкость до 25, а ловку побольше. Я не помню. Давай силу. Силу все равно качать. Так там, ну что вот, представь себе, да, вот у меня кровоглот тот же самый бахнет по чайнику, у меня пол здоровья слетит, и я сейчас одним этим уровнем добавлю себе там 3 миллиметра. Ну или миллиметра, да херня там. Микроны эти прибавляются, так что жизнь такое себе. Ее надо качать, но не так, чтобы очень. Сначала вообще, по идее, во всех соусах ты качаешь силу. А потом уже, ну, и крепишь. Булки прям сжимаешь и крепишь. Пердачок. Вот, а потом уже ты себе хп качаешь, чтобы уже нормально. Когда ты уже одним ударом начинаешь почти всех мобов на дороге выносить, тогда можно и расслабиться, и качать себе хп, там, ловкость и все остальное. По крайней мере, вот, я постоянно так делал. Пиздай. Да где этот проход сраный? Пиздец. 8 человек где-то на меня тут сидят. Уроды. 2 раза, кстати, меня попали. А ты что, блядь, самый умный, что ли? Ладно. Я принципиально ему подожду. С заряженным ударом. Подходите. Вот. Эй-эй-эй-эй-эй, тихо. Что за кипиш? Сраные вороны. Ворон бить не будем, пускай живут. Вот. Я тут открыл селочку. И теперь полетели. Шикардос. Теперь отсюда. Вот тут, да, у нас вороны тут были. Бля, туда бы тоже хотелось пройти как-то. Ну, это там у нас тусит. Точно проходов нет никаких. Просто достаточно вот сломанный кусок забора не заметить, и все. Теперь налево. Ой, направо. Отсюда мы пойдем. Получается, вниз эта дорога будет нырять сейчас. Как-то проходить под мостом. Вот неспроста этот туман. Вот, бля, буду сейчас какой-нибудь херня отсюда выскочить. Да, во. И он не один. Надо только прислушаться хорошо. Я же говорю, они тут прячутся прямо за этим. За парами.
И все, только трое? Да ладно, Хидетака, ты меня разочаровываешь. Я не чувствую руку мастера. Почему их не 8? О, какое-то говно вешаное. А что это такое? Ебать, какой-то мутант вообще. Кровавика 3 штуки. У меня, кстати, с собой еще есть это, вот такая вот штучка. Трость охотника, она тоже в начале дается. Но если ту падлу разложить, она тут как кнут бьет. Штука прикольная, как бы, но слабенькая совсем. Ее есть резон, конечно, поднять до плюс 3. Кровавиков-то этих у меня до хрена. Они все равно только на плюс 3 пушки качают, и все. Ничего не сделаешь. Угу. Это все, кто нам кабинет предлагает? Подожди. Смесь едкой крови. Вот это дело у нас будет как раз привлекать кровоглота в какой-то определенный участок комнаты, а мы его будем пердолить сзади заряженными атаками. По крайней мере, я предполагаю такой исход событий. Давай. Оп. Раз, два, три, 4. Пойдет. Тихо, 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 тихо. Раз, два, 3, 4. Закончили упражнение. Кровавик. Ну, а мне, в принципе, тут хилиться нечем. А с этого что? Ну, еще один кровавик. Ебать, тут кровавиков раздают просто. Ну, короче, кровавик это тот же самый местный титанит. Вот там у нас босс будет находиться, а мы давай вот сюда посмотрим, что тут есть. Мужик сидит. За ухо держится. А нет. И опять кровавик. Открывается с другой стороны. Ну и ладно. Но уже бежать гораздо меньше. Срезочки все пооткрыты. Получается, мы бежим через всю толпу каждый раз к боссу. Падаем вниз. Потом с лестницы. Вот сюда. Через 2 оборотней. И вот. Вот и вся дорога, в принципе. Хотя да, это еще не все. Куда-то меня еще ведут. Ебать, ты что, дурак? Че он больше всех? Че, поел? Ну ладно, сдох он так же, как и все. Ну-ка. Стопудово у него хилы. Нет. Нет, опять кровавик. А я их тут после первого стрима фармил, эти кровавики, блядь. Старались они 10 тысяч лет. Спокойствие. А чё у нас это дело? Блять, она еще выше поднимается куда-то. Нахрена? Ладно, полюбопытствуем, что же тут такого. Причем, когда смотришь спидран, да, они просто по спидрану вообще добегают там за 3 секунды, ну, за 3 минуты, я не знаю. За 1,5 минуты до этого кровоглота сраного. Я уже 1,5 часа бегу. О. Я знаю, где Хидетака подставы мутит свои. Опять кровавик. Мне их что солить, правда, кстати, их можно продавать. Их можно жестко толкать. Открыть дверь. А вот это у нас получается дверь, а с этой стороны будет длинная лестница. Там, где я почти в самом начале стрима поднимался, вот эта лестница, которая в такой как купол, короче. Вот. Опять же, взаимосвязи.
Давай еще выше подниматься. И еще огненная бумага. Сколько у меня ее, кстати? 7 штук. То есть фактически мне нужно постараться с 7 траев пройти этого товарища. Ну, типа как в «Угадай мелодию». А этого клоуна я завалю с 7 нот. Ну, примерно то же самое. Еще как вариант, можно чуть-чуть пофармить. Буквально 3 мобов завалить и еще один левел вкачать. Потому что я могу не собрать свои души. А мне точно сюда? Или еще ниже? Нет, сюда. О, да, дверь сломана. Он же тут как этот выскочил на меня. Вот очень подозрительно. Че, кто? Кто где? Кто орал? Причем сначала у тебя вот с этой стороны звук идет, а потом вот с этой. Вот это чучело. Далековато как я отпрыгнул. Даже фармить ничего не надо. Подстава, короче, чтоб ты на очко присел. А нет, все нормально. И крови дали. Да, хочешь так иди, хочешь это. Все равно так или иначе ты идешь по одной дороге. — 10 штук. Ну нихера себе, мне тут босяцкий подгон от хидеташечки. Хидетакушки. А, я уже запутался. Они уже одинаковые какие-то все. Че звук пропал? Странно. Ну-ка, давай-ка мы между сценами переключимся. О, есть контакт. Сейчас, может быть, разключат. Перевебку надо перезагрузить. Да что ж такое? Типа того. Ладно, давай, наверное, прервемся тогда на этот, как я сейчас донастрою. Не знаю почему, что-то как-то... Да. Что-то карта захвата ёбу дала чуть-чуть. Сейчас давай тогда прервемся, и я... Перекур, короче, 3 минуты, и я все тут... Да, я вижу. Я тут все донастрою. Давай. Тихо.
Так, ну что, как видно, как слышно, все в порядке? Ну, думаю, да. Судя по всему. Так. Это метка отважного охотника. Она у нас, по-моему, портует. Угу. Эту блестяшку я сверху видел. Все, тут больше ходить-то некуда. Ага. Я оттуда пришел, и там еще можно спуститься. Вот тут он, ты спускаешься. Все понятно. Все понятно, как тут чего устроено. Призыватель Фреда. А, ну это если типа ты один не вывозишь, но я пока никого призывать не буду. Вот откуда они берутся? Я ж только что там пробегал. Их уже двое тут. Давай еще с этой стороны осмотрим. Урод. Так вот они откуда тут появляются, я не понимаю. Ну, ты, наверное, подходишь к ним, они валяются, сначала ничего тебе не делают, а потом они вспоминают, то, что вон он, кровоглот. Так, давай, портуемся назад, качаем левел, чтобы не просрать. Да. Голова заболел. Чтобы не просрать, короче, души. Я уже спокойно траить. Потому что не факт, что я пройду его с первого раза. Да, конечно, не пройду с первого. Это ж кровоглот. Да, но бежать, конечно, до него далековато. Все вот так вот в лабиринтах. Сидит, она ножками болтает. Так посмотрим, а вдруг что-то продается еще хорошо. Из новенького. Купить предметы. Угу, угу. Молот, меч. Но он медленный. Просто мечом ты атакуешь как быстрой атакой, а потом он стыкает меч в этот молоток и бьет заряженным ударом. Скалирование, значит. У него также от ловкости и от силы. Я не думаю, что это прям очень нужно. Все, погнали. Также в силу вливаю. Угу. Вот так. 5500 следующий левел. Сейчас по спидрану замутим все это дело. Все равно бегать к нему не ближний свет, надо несколько раз будет пробежаться. Короткий путь будем. Да, мне все равно их не хватит, мне кажется. Холодные этой росы. Я потом, короче, давай мы сначала его потраим, а потом я уже и с него бабок получу. И хлопну эту росу, короче, и тогда прокачаюсь. Может быть, даже на 2 левела хватит. Они добавят в общей сложности, но 1003, я так полагаю. Холодная кровавая роса. У меня тут 2 штуки, ну да, это 1500-2, может, не больше. И все. Ебать, у меня этих кровавиков.
Хоть жопой жуй. А вот это почему-то не берется. Я не знаю, может быть, ничего-то не хватает. А, мне вот эту тайну нужно 8 со звездочкой. Тогда я смогу одеть его. Ладно. Атака 7, 1,4, 1,8. Есть ли резон ставить? Нет, пока, я думаю, нет. Пока боссы такие попадались, что я с ними справлялся. Так что хер бы с ним. Кстати. Вот тут у нас еще более ближайшая срезка есть. Вот как спидранеры у нас бегают. Чик. Потом отсюда вот сюда. Блин, а где же этот проход? Еще ниже. Тихо, блять, это не он. Может отсюда аркануть? Ну да. Вот так, вот так. И мы оказываемся вот тут. Всё. Это более ближайший. Тут на этом пути получается меньше этих встречается бомжей. Все, и отсюда мы падаем. И отсюда вот мы так падаем. На этих похер. Игнорим. Вот и все. Вся дорога. Вот кто это такие? Они бегают, как эти саламандры маленькие. Понятно, что с них фармить. У нас же в Dark Souls тоже такие штуки бегали. Так они хоть как-то подсвечивались, этих пидоров хер заметишь. Так. Чё? Мажем, да? Иди сюда. Смесь едкой крови. Не знаю, куда-нибудь его, вот, в ту степь. Давай, пас. Раскладным оружием. Вот плохо. Плохо то, что он жопой к стене прижался. Опа, не угадал ты, дружище. Ёпа мать, загасит. Давай, бахаемся. Вторая фаза. А, тихо, отъеду. Я так и знал. Пожадничай. Ну, минус одна вот эта вот огненная штука. Огненная бумага. Половинку я такого не снес. Ладно, примерно я понял, как он атакует. Ну, тупо прыгаешь от него подальше, блядь, и пытаешься ударить в любой момент. Ладно, полетели. Давай. А так быстрее. Что с него падает? Тоже осколки. Что-то, кстати, не очень эта тема работает с тем, то, что ты его куда-то привлекаешь, там он особо-то и не загрелся на эту стенку. Он там долго и прям, в принципе, не протусил на ней. Короче, по-моему, эта херня не работает. Смесь едкой крови. Можно его попробовать заспамить, конечно, этим, как вам.
Там в конце по правой стороне стенка есть, на нее кидают, как правило. Ну, я тоже так видел, но этот какого. Что-то особо он, я смотрю, его не заинтересовало этот такой расклад событий. Он все равно на меня как-то больше. Потому что я его, наверное, бить. Я не знаю, короче. А все, вот этих мудаков мелких уже больше нету. Отходи по одному. И, кстати, цель, он как цель постоянно сбивается, потому что скачет, наверное, в разные стороны. Он бешен. Он прям вообще ёбнутый. Постоянно нужно его жопы держаться, я так полагаю. Только он, блядь, полетит на тебя постоянно очень быстро. Ай-яй-яй-яй. Буква Д. Динамика. Ну, серьезно. Как он так мне пизданул-то, я не понимаю, у меня вся жизнь улетела. У него ульта, что ли, какая-то была, я вообще не заметил. Он просто пух просто в секунду, и я подох. Как так произошло? Но уже чуть больше я у него снял. Да, я видел, что травит, но прям так сильно-то не снимает хп от этого отравления. Оно есть, оно висит как бы, но прям не так жестко сшибает. Я хуй знает пока. Ну, хотя бы дорогу запомнил ближайшую. Короче, я каждый трай буду сейчас мазать эти огнем пуху, пока не закончится тупо. Вот. Ну, там уже как карта ляжет. Давай, пидорси, нападай. Ну. Короче, заряженные атаки это вообще не про него. Ну, резкий он как понос, конечно, я скажу. Раз, два, три. Короче, не даем ему, блядь, ну что происходит? Просто какая-то каша в камерах. Все, теперь этот он травить может. Старина, ты аккуратнее. Тихо. Не дотягиваюсь чуть-чуть. Блять, замесит. Давай быстрее, колись. Еще. Да и еще, пожалуй. Блять, ну, все ебало мне отгрыз. Быстрей.
Я его не вижу, вот это плохо. Кстати, у него атаки очень похожи на этих, на оборотней. У меня пуха погасла. Ну. Третья фаза. Он разлющий вообще на меня. Я понял. Давай-ка мы вот так обойдем. Давай, колись быстрее. 2, 3. Блять, один удар остался. Главное, чтобы эта гнида сейчас меня не ультанула ничем. Готов. Уху. Пиздец, КП сносит, конечно. Чаша Птумеру. Скопытился кровоглот ваш, хваленый. Да, кровавиков на него, точнее, на него этих штук до хера ушло. Но один левел как раз я могу качнуть. Есть что-нибудь еще? О, нычка. Как раз вот это противоядие, блядь, не надо было юзать. Ладно. Да. Сейчас обратно в этот собор надо вернуться, с которого начинал. Тут потому что все тупик. Так, давай теперь мы заюзаем вот этих ребят. Это мы тоже вот включаемся. Вставляем камень. Да, особо тут больше ничего такого и нет, да? А, с него же что-то выпало, кстати. Чаша Птумеру какая-то. Нет места. Нет места. Что мне с этой чашей делать? Так, вот. Ритуальная чаша, найденная в церкви доброй чаши. Используйте для ритуала на алтаре во сне охотника, чтобы взломать печать старого подземного лабиринта. Пусть чаша укажет гробницу богов, пусть кровь послужит охотнику пищей. И он примет причащение. Буква П. Причащение. А где это использовать-то надо? Но вот эти вот штуки, которые мне давали, вот, по-моему, ритуальная кровь для святой чаши как раз. То есть ты заходишь, как-то юзаешь эту кровь, и у тебя открывается какой-то подземный этот лабиринт. Ну, неважно, короче, какая-то локация, где ты можешь что-то там фармить на ней. Скоро зайдет луна, хорошая охота будет сегодня. Если чудовища огромные, кажется, что их не одолеть, отыщи святую чашу. Как поступали все охотники, что были до тебя. Святая чаша укажет на гробницу богов, где охотники причащаются. Так, а где ее искать-то? Алтарь памяти. Вот здесь какая-то чашка тоже. О, серый волчий колпак есть. Одеяние пепельного охотника. Перчатки. Ну, короче, сет пепельного охотника. Так, 50, 40, 40, 50, 20, 50. А у меня там что надето? 50, 40, 40. Ну, то же самое, короче. 110, 180.
Это, в принципе, то же самое. Мало чем отличаются. Но может быть перчатки или штаны, кстати, подходящие. У меня тут на 50 одеты. У меня лучше перчатки. 50. А здесь... По-моему, штаны тоже. Да, они одинаковые, короче. Понятно. Пепельный-то, может быть, и выглядит круче, но видишь, они стоят озарения, как бы. Так-то, что тут броня, в принципе, особо-то и ни о чем. Но проседать-то тоже бы не хотелось. Тут он гаской на шапку дали, когда я его ебанул. Тут же просто потом за это дело можно покупать за озарение, а озарение не часто дается. За озарение ты получаешь, когда встречаешься с боссом, и что-то еще, по-моему, должно происходить. У меня всего 11 единиц, как бы на шмотки тупо тратить, это все дело, может быть, пока не стоит. Я пока оставлю просто эти штучки. Починить оружие, топор, хорошо. Ну да, вкачать его тоже не получится. Ну можно вот это вот. 3, 5. Ну также на плюс 3. А теперь нужно для них двойной кровавик. Хрен его знает, короче. Усовершенствование самоцвета. Так. Ну давай какой-нибудь бахнем, что ли. Тут 0,7. Так, а просто плюс на 2 единицы. И все, он у меня стоит уже. Ишь ты. Давай еще поставим тогда. Лучистый. Такой давай поставим. Видимо, ячейки только 2. Потом, если ты его затачиваешь на плюс 5, допустим, у тебя еще 3-я ячейка открывается. Я полагаю так. Так, а где чашки-то твои, я не понимаю. Вот они мне что-то болтают про какие-то чашки, а где их юзать-то? Чтобы провести ритуал создания подземельной чаши, чтобы... Подожди, подожди. А тут везде можно, да, это делать? Вот эти, где чашки пасутся у нас. Ну, я не знаю, давай с первой начнем. Чаша предков для короткого ритуала. Первый ритуальный алтарь, вот. Ну, допустим. Угу. Подземелье готово. Чаша лежит на алтаре. Теперь вы можете исследовать подземелье. Я слышал такую фигню, то что они тут как этот, как он. Вот эти вот ритуальные чашки, вот эти вот ритуальные алтари, когда ты их используешь, фактически игра становится бесконечной, короче говоря. Ты просто можешь лучше самоцветы выбивать, пройдя все подземелье. Это. Ладно, мы сейчас не будем на этом тогда зацикливаться. Я сейчас просто юзаю вот этого товарища. Одну. Вот. Он 1000 прибавляет всего. Качаем 1 левел. Бля, ну чуть-чуть не хватает, да вы угораете. Ладно. Подожди, женщина. Чай, что-нибудь я крови какой-нибудь оболью. Подойдем, побазарим. Кстати, можно что-нибудь продать. Чтобы купить что-нибудь не нужно, надо продать что-нибудь не нужно, у нас денег нет. Сосуд с маслом, метательный нож.
Ту-ту-ту-ту-ту. Ртутные пули. Нет, это я тоже оставлю. Блестящие монеты. Давай мы знание безумца одно продадим. Если я так полагаю, то это знание безумца, оно нужно, чтобы других игроков призывать. А так как игра у нас глубоко оффлайновая, так что мне они не пригодятся от слова никак. Все. 5900 следующий левел. Пошли викария Амелии искать. И там, где у нас тусита викария Амелия, у нас там есть одна интересная пуха. Какой-то там меч Луны, что ли, или что-то такое. Или меч Людвига. Короче, он когда раскачивается при определенных улучшенных статах, он хорошо вырубает народ. А у него там что-то урон под 1000, что ли. С учетом того, что у меня сейчас урон 140 с чем-то, не больше. И вот здесь носатая падла должна стоять. За нее квест почему-то не дают. Ладно. Бабуля. Понятно. Бабуля в фобии. Че с них хилы не валятся? Дружище. Здравствуйте. А этот успел меня сигануть чуть-чуть. Тоже пули. Окей. Вот, у нас... вот тут, если эта развилка идет вниз, она как раз вот прям с чего я сегодня начинал. А вот здесь, если пойдешь, насколько я понял, то мы как раз будем в сторону вот этого викария Амелии идти. Это лютый чувак. Его можно огрести. Чем я, собственно, и занимаюсь. Засвидули. Так, вот это дело. И что? 3 пузырька крови. Ну, это ж хорошо. Что внизу у нас? О, давай-ка мы вот этого товарища спарируем. Ха-ха, вдвоем вырубились. Да что ж такое? Как-то не по плану все пошло. Но у него должны быть осколки, да, пузырьки. Так, давай мы этого товарища тоже пропердолим как-нибудь. Что смешно? А, я понял, что он смеется. Меня хотели развести на это дело. В смысле не парировал? Ты чё? Давай, на мужика. Кто кого? Ха-ха-ха. Он меня, естественно, он как кирпич схватил, как начал махать. Ну ничего. Я думаю, что тут все-таки тупиковая штука. Ну, пройти надо. Наверх там получается, если еще выше поднимаешься, там должна быть срезка и подъем как раз на лифте к этой викарии. Почему-то вот не знаю, по мне так викарий слышится как мужское имя. Слышал? Голубой эликсир. Что он делает? Первый раз, по-моему, он мне падает. С этого ничего не дали.
Давай мы сначала нижних, наверное, завалим. А, нет, не получится. Как ебанет своим молотком. Ну. Один раз он по мне попал. Вот с него я тогда после стрима фармил эти осколки кровавика, которые, как оказалось, вообще не нужны. Они и так падают. Что-то эти чуваки как-то жестко парируются. Что за хрень? Отходи. Вообще парирование на него не проходит. Что за дела? Ладно, мы его и так загандошим. Не вопрос. А у него души мои. Я по глазам вижу. Вот ты утырок. Все. И души вернул. И еще пузырьки получил. Отлично. Чумовой расклад. Да, тут, короче говоря, тупик все равно. Да, посмотрим просто, что тут есть. Тут же никого. Никого. Вот, бля, буду отсюда, можно с другой стороны подойти. Но зная Хидетаку, вот в этот участок, наверное, надо встать, что-нибудь сделать, покреститься, помолиться, какую-нибудь позу принять, постоять в ней 1,5 минуты где-нибудь, и тебя кто-нибудь откуда куда-то заберет. Монокуляр. А, ну это бинокль, короче. Может быть, когда-нибудь он мне будет нужен. Но явно не сейчас. Три осколка кровавика. Бля, тут какой-то шариком. Давай мы шариком, наверное, того мужика завалим, да и... Это я смотрю, тут не очень в тему. Куда-то мы идем дальше. Блядь. О, вот это приход. Хорошо. Так, навалило там мне. Ты, мужик, заканчивай. Штукой этой своей мотать. Что происходит вообще? Я так и знал. Ай, блин. По-моему, сюда неверно идти. Но я все равно сейчас свои души верну. То что-то как-то так дела не делаются. Сейчас мы этого мужика с этим шариком замочим. А потом пойдем вот сюда, только выше. Потому что там, я смотрю, путь как-то дальше продолжается. До свидания. Зато пулек вдоволь накидывает.
ударами разменялись просто. Да нахер мне эти. Вот надо выше как-то смотреть, что тут находится. А тут у нас срезка. Я что-то использовал. Особый символ. А где я оказался-то вообще? Сука, тут все одинаковое. Ладно, я выше потом пойду. Сейчас я просто души, наверное, тогда заберу. Вот этих вот уничтожить надо, ребят, всех. Шариком, мужиком мы туда попозже пойдем. Потому что вот это все прям туда вот ведет, в ту сторону по прямой. Отлично. Блестящие монеты, ты серьезно? Где хилы? Ну что, опять скоро на мост прийти придется? Вообще не парируется. Уёбище. Ну, что за дела? Спасибо, хоть с этого выпало что-то. Так, птица меня, в принципе-то, не интересует. Давай души забирать. Если, конечно, они не у него в заложниках. Где души мои, чувак? Причем я это могу узнать только по глазам. Если у него глаза светятся, значит его души, мои души у него. Вон там это говно еще ползает. А все, он исчез. Бля, я душ своих вообще не вижу. Они, значит, у него. Ого. Ну-ка, давай потихонечку обойдем его. Ну, чисто в глаза я посмотри мне, мужик. Да, они у него. Вот урод. Давай так, что делать? Все, валим, 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 валим. Блядь, ну как он лупит, а? Вот гнида. Да все уже, в принципе, смысла нет к нему идти. Жесткий мужик. Причем к нему вообще непонятно, как держаться близко, и лежишься вообще не вариант. Он так и так тебя задевает. Но... Бля, может еще раз к нему сбегать? Вот как он с размаху-то так трескнул-то? Он просто бьет на пол экрана. А сейчас не попал. Это странно. Сейчас, возможно, кстати, мои души будут не у этого чувака с шаром. Они могут быть рядом. Блять, да вы угораете.
пиздец. Я аж прям захотел их всех тут порешить. Попробуем, наверное, да, потратить, побегать их до громели, а потом... Тут уже они мне вызов кинули. Че, ничего не выпало? Пустой чувак. Короче, я примерно понял. Первый удар ты заходишь ему прямо за жопу. Второй удар, блядь, ты не успеваешь ни хера сделать. Третий удар идет прямой. Хорошо, я запомнил. Будем надеяться, так и будет. Пузырьки. Отлично. Вот и кровь моя. Кровь моя, кровь. Пробуем парировать этого клоуна. Ну да. Что-то походу херово спарируешь. Не вовремя. Ну такое. Могло быть и лучше. Не получилось. Как-то чаще парирование проходит удачно, когда у тебя сложена пуха. Да ладно, еще кровь. Прям лечиться не залечиться. Проблема в том, что когда ты с этим шариком начинаешь драться, ты тут постоянно еще задеваешь за эти вот перила. Да, а тут падаешь. И идешь куда-то по прямой. Зачем, я не знаю. Может быть, это какая-то другая локация. Я не очень похоже. Вот он ёбнутый просто. Все, он сейчас сдохнет. Давайте мне за него 10 тысяч миллионов. 3 пузырька крови. Понятно. Ну хотя бы в следующий раз я знаю, что с него ничего не падает. И брать у него нехер. Пять осколков и кровавика. А, сюда вообще не попасть. Тут типа тупик. Точно. И нигде забора сломанного нет. Я понял. Значит, отсюда можно вообще его игнорируя. А нет, его все равно пробегать придется. Так или иначе ты его задеваешь. Отсюда можно спуститься куда-то вот сюда. Чтобы что? Горшки какие-то. О. Умеряющий кровавый самоцвет. Где он? А так они тут все у меня умеряющие кровавые. Короче, я только за этим самоцветом, что ли, сюда приперся. Ну точно. Разводит Хидетака, как лохов просто. А срезка это вообще с другой стороны открывается.
А я думал, тут этот, как его, можно будет спрыгнуть и вот туда вдаль идти прям. И раз-два вообще. Если только прыгать там куда-то, если это вообще рабочая локация. Хотя это возможно, знаешь, вообще что? Где у нас это чудовище церковное тусило. Возможно, это вот эта лока. Как раз, ну именно этот мост. Все, пошли викария искать. Больше делать тут нечего. Нам только наверх. Еще 1100, кстати, накопить, и можно левел качать. Кстати, чтобы лишний раз они тут у меня эти не бегали, ребята. Закрываем. Каждый раз с ним не драться, он туда-сюда не проходит. И у нас получается короткий путь, более, ну, с более легкими мобами идет. Пробуем. А что понять не могу, где я оказался. Так, ну в те ворота, наверное... Да можно, в принципе, и сейчас идти. Скорее всего, она по кругу идет. Густая кровь. Ну, наверное, за нее денег будут много давать. Угу. Их тут двое ходят, они по кругу. Очень хочется их вырубить, но давай потом. Еще одна кровь. Густая, холодная. Ладно. Перли сначала налево будем все осматривать. Там потому что с этой площади выхода еще два, по-моему, я заметил. Может быть и три. Отравленный нож. Одна штука. Это, видимо, как и метательный, только отравлен. Кто болтает? Давай постучимся. О, что за странный запах. Я не пердел. Его ни разу не спутаешь с запахом крови чудищ. Во время охоты я не работаю. Если ты пришел за этим, то тебе придется самому о себе позаботиться. Если это не поможет, приходи утром, дорогуша. Что не поможет? Ну, отдавай. Где сейчас безопасно? Ночь долгая, у меня осталось совсем мало ладана. Куда? Скажи, короче, куда можно убежать. Часовня и лечебница Йозефки. Блин, а я не знаю, куда ее отправить. Давай часовня. Спасибо, дорогуша, может быть, мы там увидимся. Какая дружелюбная проститутка. Спасибо, дорогуша, там увидимся. Хорошо. Надеюсь, я ее по адресу отправил. Ты не здешний, не так ли? Чужак, решивший поучаствовать в охоте? Какая нелепая идея. Что, думаешь, я чудовище? А может, я думаю, что это ты чудовище? Убирайся из моего замка. О, хватит. Что ты думаешь, это смешно? Я так не считаю. Уходи, охота на чудищ меня не касается. Он мне типа не доверяет, ругается на меня. О. 3 раза надо его достать. Прости, но я далеко не дурак. Я разбираюсь в суевериях. Чужаки, да их лос предсказуемо. Что, все еще морочишь людям голову своими сказками? Ладно, давай поделись, расскажи мне о маленьком безопасном месте. Но раз он в Иден не хочет, пускай в лечебницу идет. Даже ложь предсказуема. И чё? Его надо, значит, еще куда-то отправлять. Третью локацию.
Его типа соборы не интересуют, церкви не интересуют. Ну, надо что-то другое предложить. Да, какой несется. Тихо, 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 тихо. Ты что, дурной? О. Как я увернулся четенько. Бля, не видно ни хрена. Да как где он? Сука, все в тумане, не видать ни хера. Куда он херачит? Все, я понял. А у меня этот, как его, на плойке же. Ну, в смысле, онлайн-то не пашет. Подписки нет. Ай-яй-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Я бы еще дополнение бы купил бы, да, этот, как его, PS Store не работает. Подписки нема, да, и Store же заблочили, так что ничего не сделаешь. Я говорю, хотелось бы еще и дополнение купить, а то я только успел оригинал купить и все. А как там через Турцию берется? Там, получается, какие-то регионы надо менять. Тогда, получается, у меня на этом аккаунте игра будет неактивна. Я смотрел, короче говоря, на Плати.ру. Там предлагают в аренду только аккаунт с этим Владиком. Что там, 100 рублей 3 дня, что ли, что-то такое. Купить вообще нельзя, ни этот, как его, ни обновление отдельно, ничего. Очень печально. Ножи понадавали. Так, двери, 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 по-моему, какую-то я из этих, первую, по-моему, отсюда не стучал, вот в эту. Мы очень благодарны церкви за все, что она делает для нас. Глубоко благодарны, да? Понятно. Ну, в общем, из этих всех дверей, по-моему, только можно мужику как-то помочь, подсказать, куда идти. Слава тебе, слава всей чертовой церкви. И пусть большая удача сопутствует тебе на охоте. Ну, уходи. Нет, ничего она не скажет, хорош. Так, давай выше подниматься. Бля, я уже не помню, у меня за спиной там были где-то сзади развилки или нет. Похер, просто... А, ну да. Там на площади получается одна развилка. А судя по грохоту, я сейчас на эту площадь буду подниматься. Не зря же эти гаврики у нас тут с колокольчиками ходят. Да, вот эта площадь. Только я еще выше, я прям над ней. Бля. Хер его знает, ну пойдем сходим куда-нибудь. Хранитель Бюргенверта сторожит ворота и требует пароль священное изречение главного собора. Я так полагаю, в этом соборе у нас эта Амелия пасется. Значит, надо какое-то изречение знать, чтобы попасть к ней. Возможно. 10 пулек. Такое. Интересно, сколько за эту густую холодную кровь дают?
Так, ну если что, прям с площади сюда напрямки бежать. Там я все обошел. Открываем, значит, срезку вот эту. Ой, я видел, как моб приземлился. Ладно, я хочу вот туда заглянуть. А, не вижу нихуя. Пузырек крови, замечательно. Тихо. Прямо вот так пропердолим. Вот так. Опа. Чудо. Чудо чудное и диво дивное. 400 за него впаяли. Закрыто устройство. А это устройство у нас... Ага. Я здесь был, кстати. Только внизу. А где? А вот это устройство. То есть, получается, этих чуваков можно миновать и сразу попасть на площадь прямо отсюда. Все, я понял. Чего призвать? Блин, я не хотел призывать. Я зрение одно потратил. Черт. Старый охотничий колокол, там туда-сюда. Делаешь турецкий ак. Просишь челиков на фанпэй или платиру. Блять. Так, платиру покупаешь, у тебя оба ака основные на консоли, все работает на всех аках. Да, надо подумать, кстати. Я бы вот, по крайней мере, хрен с ним с подпиской, я бы это какое, я бы дополнение Old Hunters бы купил хотя бы. Только можно ли купить на одном аккаунте дополнение, а на втором игра будет? Ну вот у меня сейчас на русском аккаунте установлена только оригинальная игра, без дополнения. Я бы хотел еще вот Old Hunters купить. Так получается, надо покупать это через Турцию, заводить аккаунт. У меня плюс на турецком, игра с допом, на другом играю на третьем. А, ну то есть получается, если у тебя установлено на консоли, неважно какой, кто, это, главное, что она просто стоит и все. Я понял. Надо будет как-нибудь забацать себе этот турецкий аккаунт и спокойно юзать игры. Говорят, в Турции же у нас подешевле вроде как. Так, давай валим, короче, вот этих ребят. Как раз со мной тут подмога. На викарии-то она вряд ли мне пригодится. Хотя... Подобрать предмет. Отлично. Три бутылька. Знание безумца. Ну, я так полагаю, тут все засрано этими только знаниями безумца. Все. Так или иначе, придется, кстати, портоваться в этот, как он, клон охотника. Мне скоро качаться надо будет. Ах ты, падла. Ай! Тихо. Да мужик ты Блять. Вот утырок, пиздец, у него атаки просто на полплощади, на. Вообще двинутый просто на всю башку чел. А сейчас за мной же эта баба бегать не будет, все. Помогать некому. Надо сначала тогда прокрасться потихонечку. Забрать свои душонки. О, вот и проститутка. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ проститутка. Здравствуй, дорогуша. Ты не врал, здесь безопасно. Спасибо, с меня должок. Ревенанс. Я бы хотел отблагодарить тебя, но мне нечего предложить. Ну а как же? Если есть пизда и рот, значит баба не урод. Только мою кровь. Но нужна ли тебе кровь шлюхи? Принять кровь. А, good. Подойди поближе, дорогуша.
Она сейчас отсосет мне кровь? Кровь Арианны. А для чего она? А че? Ее тут нету. Она никуда-то эту кровь засунула и все. А где эта кровь? А, вот. Восстанавливает очки здоровья и временно увеличивает выносливость. Ишь ты. Кстати, возможно... О, и мужик тут. Как здесь оказался Саид? А это ты, пришлый плут. Ты правда думал, что твой трюк сработает? Меня никто не обдурит. А, ну этот мужик, который сейчас разговаривал со мной, не хотел в церковь идти. А теперь проваливай, слышишь меня? Заебись, ему, короче, дали прибежище, а он еще выделывается. Понятно. Бабка опять. Бабка злая. Охотник, ним особо не поболтаешь, но все же. Хорошо, что он жив. Я надеялся, что твоему помощью я смогу помочь им. Видишь ли, от меня никогда не было никакого проку. Я счастлив только и всего. И вот это чучело убивает спидранеры зачем-то. Я не знаю зачем. Если ты найдешь выживших, отправь в часовню. Просто дело в том, что зная, блин, вот эти вот квесты от Хидетаки, ты можешь кого-то случайно NPC убить, и потом ты просто задолбаешься восстанавливать все эти косяки. Кстати, вот, продолжаем носатую эту квест носатой. Здравствуй, и ты как раз вовремя должна предупредить тебя. Ля, надоели агитаторы, повели объявление в пазике. Да, у меня тоже самое. Не приближайся к могиле, старый охотник сошел с ума, и он моя цель. Часовня Идер, ну, короче. Так, давай по порядку. Короче говоря, вот эти вот агитаторы предвыборные, они меня тоже достали. У меня эти, как у меня все, я каждый день ящик просто набит кучей вот этой макулатуры. Я просто захожу в этот, перед тем, как зайти домой, просто с ящика вот так вот все выгребаю и забиваю себе полмусорки сразу. Дальше. Вот эта вот носатая женщина дала нам квест. Он идет на убийство одного из охотников. Он не очень сложный, но продолжает цепочку квестов. Вот, опять же, зная Хидетаку, у него все квесты запутаны, и желательно никого не замочить лишний раз. Сейчас я забираю на площади свои души. И мы идем выполнять вот этот квест только через этот, как его, только через сон охотника, потому что там у меня душ, дай боже. И за полностью законченный квест этой бабенции носатой мне дадут пушки, ну как они, 2 кинжала, короче. Если их хорошенько раскачать, они очень много урона вливают. И они очень быстрые. Ну и стоит, соответственно, до хрена. Так, давай, чтобы тут ни одна мышь не пернула. Ищем свои душонки. Только, блять, они у него. Ну твою ж мать. А чё они не на полу? Значок тебе дадут охотника на воронов, не только оружие, но и сет. Клинки стоят, ну это я знаю, да. Ну, сет, как бы, тут не особо, меня больше клинки интересуют. А где? Давай бабу призывать, потому что я могу сосать сейчас. Не хочется 10 просто так тратить. Я целых 2 левела себе поднять могу. Нахуй так. Если чё, я лучше посижу оставшееся время, потраю вот этого охотника, который там какую-то там эту залупу устроил у нас. Там, где у нас отец Гаскоин, он там же тусуется. Вот.
Я лучше его потраю, но продолжу этот квест носатой бабы, чтобы потом спокойно фармить эти... Ой, фармить. Спокойно клинки получить. Я вообще со второй встречи с Альфредом бегаю с колесом. Ну, у тебя потому что дополнение есть. Колесо это, ну, вот это вот пиццерезка, да? Оно вот только в дополнении, вот в чем дело. Вообще в дополнении там много пушек хороших. А чё, платной подписки нету? Ну, так ее и не было. Я же говорю, у меня не было подписки, и прямо вот за день до блокировки стора я успел, как раз я увлекся соузлайками, и вот я прошел третий Dark Souls и думаю, блин, давай-ка по-любому этот, как его, Bloodborne, как бы она же не зря игра года и все такое, она же по-любому недорого в сторе будет стоить. Я ее купил за 700 рублей, а 1,5 штуки стоило дополнение. Думаю, хрен с ним, давай сначала оригинал возьму, потом дополнение, если что, докуплю. Вот, и просто через сутки стор вообще на глушняк блокируется. Ну, думаю, заебись. Наигрались. Ну. Так, вот этот нас товарищ интересует. Его надо срочно отпиздить. Давай, давай, давай. В 2 смычка его мудохаем просто. Тихо, блядь, я в могилах тут запутался. Давай, Генрета, о, ништяк. Она на него байтит. На себя точно. Кровавик, осколок дали, вот серьезно. Ладно, хоть 12 косарей у меня на месте. Второго, что ли, захерачить? Ну так, чисто по приколу. Колесо Лагариуса, это не DLC. Как оно? Блин, ты, наверное, явно не объяснишь, как оно выглядит. О, она его ушатала почти. Мне вот коса понравилась, кстати. Знание безумца — это призывать кого-нибудь. Любой призванный персонаж, либо онлайн-игрок использует знание безумца. Ну и этот, как его, очки озарения. Дед, ты чё, хуел? Кстати, вот про такую огненную пушку я говорил. Которую дед сейчас поливал. Так. Как мы сюда пройдем-то? Обратно пошли. Мне надо попасть туда, к квесту носатой тёлки, где мы дрались с Гаскоином. Это получается какие-то проходы. Это получается вот отсюда мы топаем вниз. А баба у нас застряла. Ну, в принципе, и ладно. Ничего страшного, она мне, в принципе, не нужна. Меня больше интересует квест. Вот. А вот это, значит, у нас стопудово дорога к Амелии открылась. Пизду с ходов появилась. Так вот, я сейчас как раз и иду тратить все это дело. Просто чтобы не сгорели очки эти нахрен, потому что я не знаю, что это за чувак. А почему не работает? В чем дело? Заебись. Не работает лампа. А потому что этот клоун тут появился, твою мать. Что происходит? А, Генриетта там с кем-то мочится. Но ее сейчас замудохают. А ты где его нашла-то? Кто это такой вообще? Хуя голубей. Пиздец, просто с подачи мне все здоровье вынес нахрен и ее еще убил. Крутой чувак. Ничего не скажешь. Где она его нашла? Я думал, она вообще отстала от меня и просто там где-то застряла в текстурах и все. Она где-то моба наковыряла, причем такого ёбнутого, что вообще беда. А почему я не в сне охотника? Понятно, я в тюрьме, короче говоря.
Какая-то новая лока. Пиздец, мне даже не дают просто квест попытаться хотя бы сделать. Который единственный очевидный. Блядь, сейчас до костра бежать как минимум. Но это новая локация. Яргул. Духовная деревня. Спасибо, блядь. Такая херня, кстати, у нас была в Elden Ring. Ты один раз от какого-то моба подыхаешь, и он тебя портует в какую-то локу, которая, блядь, просто 10 тысяч лет не заканчивается. Безумцы без продыху вершат тайные ритуалы, пытаясь притянуть луну, раскрой их секреты. Чего, блядь? И забава-то в том, что я и без бабла остался. То есть меня на квест не пустили, бабки отобрали нахрен, еще и в локу другую портанули. Ёбаный Хидетака, блядь. Я, конечно, не против других локаций, но твою мать. По порядочку надо квесты делать. Давайте. Ну, естественно. Да отъебись от моей морды. Пизда, блядь. Полздоровья снесла больше. Тогда камни за нее дают. Идись. Всегда, блядь, мечтал камней горсточку получить. Она мне чуть ебало не отрезала, а мне камней дали за нее. Че орать-то? Бля, там народу пиздец в соседней комнате. Че они камни мне дают? Хоть пульки дали. Спасибо. Ходов-то, кстати, здесь несколько. Встал. Блять, это двое. Лежали себе и лежали. Нет, надо было подорваться. Не знаю, я вот когда валяюсь, вообще вставать не хочу порой. Я не знаю, куда точнее мне бежать. Там что-то блестит. Стопудово камни какие-то. А где? Где-то тут блестело. Шесть пузырей прям. Я так полагаю, я сейчас где-то тут должен быть получать легендарных пиздюлей. Да, блять, откуда вы берете? Пиздец. Играешь без наушников, тебе точно, ну, труба, как бы тебя убьют. Понятно. Давай попробуем на парирование. Этот гондон меня убил тогда в прошлый раз. Да, рано выстрелил. Кстати, у них жира очень много. И убивают они, блядь, в 2 раз. Может быть, теперь меня вернут обратно? И просто это где-нибудь в другом месте этот Яргул ебучий появится. Это жопа тут вообще какая-то. И мне тут не нравится. Я хочу обратно, где мне было все понятно. Суки. Хидетака, блядь. Издеватель. Может, наверх пройти? Или вниз? Милостливые боги, помогите мне. Во имя церкви исцеления освободите нас от этого кошмарного сна. Женщина не плачет.
Баба. Ты что, грустишь? Она чувствую, как бросится на меня, как даст мне по щам просто. Поговорить. Пожалуйста, оставьте меня. Не забирайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, славные боги. Повторяется. Может, мне надо... Дамочка, я не хотел. Фух, слава богу, я ее не замочил. Пускай себе ноет. Я знаю, чем это чревато. Реально, постоянно у хидетаки ты можешь случайно убить NPC. Вот, и потом просто такой геморрой на несколько часов может, чтобы просто этот грех этот искупить ссаный. Просто геморрой на несколько часов ты будешь реально бегать тут по разным, причем локациям, чтобы потом тебе этот простили, этот косяк. А иначе у тебя цепочка квестов очень серьезных каких-нибудь может прерваться, за которые ты можешь получить хорошую там одежду или оружие. И все. Бля, может еще выше подняться. Да везде эти уроды, ты смотри. Пиздец. Если бы они не ваншотные были, я был бы, может быть, еще и не против. Ебучий ты случай. Давай, еще вторая меня схватит. Что происходит? Что у меня с персонажем творится? Да как, блядь? Какая-то херня вообще, вот честно. Портанули в какую-то залупу. Я даже драться не могу тут. Они тупо не дают. Мне вторая пока трясла за гриву. Другая просто сразу же моментально. Меня одна отпустила, вторая по жопе ударила, я вообще движение перестал делать. Охуеть, блядь. Ебучая ты хидетака, нахуй. Надо бежать так, блин. Если они за тобой, они пойдут за тобой, кстати. Тут надо, если только вот так вот, как бы, вперед просто проскакивать. Так, раз, там, два, вот видишь, вторая. Они сразу же бросаются. Они будут за тобой прям до этого. Далеко-далеко бежать, короче говоря. Ладно, я хоть 300 душ отбил своих. Охуеть. Так, здесь я тут все же пособирал, правильно? Теперь у нас есть один проход. Опять. Ну, конечно. Пока все стану. Че он там говорит? Нихуя себе приход, когда дохнет. Так. Блять, ну это все те же. Я не знаю. Давай пробовать парировать, что делать. Они не пройти не дадут. Ха, с ноги в душу получил просто. Батя они меня унижают просто. Пиздец. Сносят вообще. Вся жизнь 2 удара, блядь, просто это. Один раз с ноги, второй с руки. Чё это за локация? Нахер меня сюда кинули? Что я им сделал, вообще не понимаю. Это все баба виновата. Вот я ее призвал, блядь, она себе беду просто мне вот сюда вот накликала на шею. Теперь страдай тут, нахуй. Короче, во всем баба виновата. Ха-ха, хуй там.
общем, неважно, с какой стороны ты к ним подходишь. Все равно, так или иначе. Биться тебе надо будет с двумя вот этими вот мужиками с мешками. Вот первый мужик, допустим. Как вариант, его можно попробовать коктейлем закидать. Ну, такое себе вообще. Не успеваю за ним. Да что ты там? Куда ты запнулся? И они еще и прыгают. Да, куда? Я пытался отпрыгнуть, но уперся спиной в решетку. Боль. Боль и страдания. Ну, хоть кровоглота сегодня заковырял. Спасибо. Туда. Бля, чё же они такие ёбнутые-то, а? Причем же баба где-то эту падлу нарыла. Я, получается, там дважды бегал. Я там бегал дважды, и на меня никто не нападал. Ну, вот этот мужик мешком, его не было. Она где-то его нашла вообще. Здорово, давай. Костер выше. А здесь тогда что? Бля, может так пробежаться? А вдруг тут и правда ничего полезного, просто, ну, херня какая-то лежит. Опа. Подожди, подожди. Блин, а мне с ними по-любому уже биться придется. Может, поучиться их мочить. Так-то полезно будет. Давай хотя бы, блин, я не знаю, одного попробовать замочить. Как бы на викария я точно уже сегодня не успеваю. Давай одного. Иди сюда. Можно парировать. Ну вот я пытаюсь, но я в тайминг не попадаю. Нихуя. Еще. Блять, второй идет. Нихуя. Давай их через текстуры лупить. Ай-яй. Пиздос они сносят вообще. Очень лютые черти. О! Как мешком своим пизданет, так все здоровье у тебя и слетает. Боссы, блядь, так не сносят, ё-моё. Пиздец. Классика, короче, блядь, у Хидетаки постоянно какой-нибудь вот одно, либо два гондона, либо один гондон стоит такой, что ты, блядь, просто будешь на нее просто все жизни сливать. Кстати, когда кровавики закончатся, какой будет исход? Тупо 0 этих 0 лечилок и все, сосите баян. У меня телепорты-то не работают. Да я понимаю, что ревануть-то можно. Костер найти и все такое. Очень хочется, блядь, вот эту мразь попытаться попробовать завалить. Либо потом это сделать. Не знаю.
хочется и Коля здесь, как говорится. Блядь, сделал него коктейлем бросить. Столько времени камни настраивал, чтобы коктейлем в него долбануть. Я так полагаю, что я опрометчиво поступаю. Тихо, валим. Ну, примерно мувсет понятие. 1300 за них дают. 2 одинаковых осколка кровавика. Это то, что мне нужно. Вот в чем дело. Я так и думал, что за них что-то будет хорошее. Но не за всех. Это по-любому. У меня ж пуха-то +3 всего. Мне вот эти вот одинаковые осколки как раз и нужны. Давай так. Покупка. Пока я за столом, он меня не достанет. Та-та-та-та-та. Я буду лечиться до последнего. Пошел он нахер. Тихо, мешок, вот мешок в жопа. Я понял. Ай-яй-яй. Мешок убивает. Мешочек это ваншот. Да ладно, я его еще испарировал. Блять. И начал ширяться в этот момент. Я кнопочки перепутал. Уебок. Да хера с два. Ладно, так забьем. Ну, понятно, короче, как с ними совладать. Осколок кровавика. А вот с этого уже хуже упало. Очень жаль. Так. А вот это, блин, куда же дорога-то туда может вести? Потом наверх придется идти. Но музяка резко прекратилась. И мы оказались тихо. Рановато прыгать туда. А там у нас там у нас босс сидит. Не сюда. Вообще не сюда. Мне к этому боссу тупо рано. Кстати, я видел, что его молния пушку мажет на него. Ну хотя бы босса запалил. Он злой. Это вообще, в принципе, локация для меня еще тяжелая. Мне тут нечего делать. Блять. Да твою мать. Здорово, Андрей. Ладно. Хотя бы для себя я понял то, что мне просто уже наверх. Хотя бы до костра добраться, что ли. Ну, блин. Он стопудово души мои в себя впитал. Сейчас еще с ним за души драться. Сложная локация, рано мне сюда. Мне бы хотя бы пуху прокачать пошибче, но я не знаю, на +5 что ли, на +7, чтобы нормально им наваливать. О, души. Эй, тихо, блядь. Ну там мелкий был чел, у которого кровавики тусят. Пиздец. Да отвали ты нахуй. Блять, 2 удара, реально 2 удара, все.
Но конечности у этих гондонов очень длинные. Я не знаю, либо привыкать как-то их парировать. Сейчас будем, короче говоря, их тренировать, что могу сказать. Хоть души на месте. О, ну наконец. Слава мартышке. Все. Давай-ка я полечусь, блядь. Полечился? Твою мать. Они скачут к тебе и выносятся опять же снова, да. Ты только юзаешь, блядь, хилки, он тебя сразу же тут же прыгает на тебя, хуй знает с какого расстояния. И лупит сразу в ебасос. Охуенный враг вообще. А натыкали их, блядь, тут от души просто вообще. И ты так и не поскупился вообще. Где это говно? Иди сюда. Давай. Рано. Я в тайминг тупо не попадаю, и поэтому парирование проходит отстойно. Оно не проходит вообще. А, блядь, ребята. По идее, из-за последующих таких клоунов мне должны уже не давать кровавика, не двойного там, не одинарного. Мне должны давать хилки. Потому что у меня их тупо нет. Я хуй знает, с кем драться даже. Пиздец. Он теперь с одного удара меня вынес. Уебаны, блядь. Сколько? 2 внизу, 2 наверху. И стоят они между собой ровно настолько, чтобы пока ты дерешься с одним, тебе агрится за спиной еще один. И он тебя добивает просто сзади. Что тут лежит? Какая-то волна. Пиздец. Блять. Ну нахуй. Может быть вот здесь прям будет костер. Замечательно. Уёбище мелкое, горбатое. Ладно, я хотя бы костер зажег. Просто я в ахуе с этих вот чуваков в колпаках вообще. Это какая-то жопа. Души-то мои где? Ну я же тут сдохнул, как? Слава богу. Ну нахер, короче. Пошли в жопу с этой локацией.
Их нужно мне так, чтобы убивать, я не знаю, хотя бы с 4 ударов. Все остальное мне тут просто делать нечего. У меня их 2, да? 2400. Так, ну, пока-то хватит. Давай посмотрим, сколько надо этих двойных кровавиков, чтобы все было хорошо. Усовершенствовать. Надо 3 таких. У меня всего 1. А может и 2. Не знаю. Ладно, давай уровень вкачаем. Также по-прежнему силу. 6200. Еще 200 еще надо. Угу. Да все, заткнись. 1200, сейчас мы быстренько наковыряем. Одну. Оп. Ну, нормально. Давай. Сила опять же. Уже атака получше будет. Это вот здесь аж этот Яргул. Подземная тюрьма, ну точно. Это получается, я вот отсюда должен вот здесь пачку локаций открыть, и потом только вот здесь этой локации оказаться. Я говорю, она очень мне не впору пришлась. Соборный округ, да? Блин, нет, мне на мост надо вообще. Мне нужны хилки. Мне нужны хилки, чтобы хоть как-то подраться с этим охотником по квесту. Все просрал в этой тюрьме, ну надо, блядь, тоже. Запихали в жопу. Вот представь, насколько у меня должна быть пуха прокачана, чтобы хоть как-то, ну и здоровье заодно, чтобы хоть как-то вот этим мужикам с сумками, ну мешками противостоять вообще. Если у меня локаций, ну сколько там, с десяток, наверное, в одном надгробии, с десяток во втором надгробии, и они аж в третьем. То есть это ближе к концу меня портанули. Ну, в смысле, к концу игры. Большой мост, да. Сейчас пофармим чуть-чуть. Потом пойдем по квесту охотника убивать. Там еще ж получается от площади хер знает сколько развилок. Там, где я бабу призывал. Наверное, если бы мы ее замочили на двоих, я бы и не телепортировался бы никуда. Сейчас также 20-очку пузырьков найдем. И потом пойдем ковырять этого дружищу. Вот сейчас у меня мобы, ну, чуть-чуть. Чуть-чуть я чуть выше их уровня по прокачке.
Чё, мне хилов-то не дают? Жадные какие. Нет хилов. Ну, примерно так вот я и должен всех мобов подходящих убивать. Так, теперь можно оборотней лупить идти. Сейчас мы вот только вот товарища возьмем. Пульки. Чё, хоть кто-нибудь-то подойдет? Давай, прыгай. Наконец сообразил. Ай-яй-яй. Чуть жопу у меня не отгрыз. Так, ты аккуратненько, давай. Наконец. 3. И тут тоже 3. Замечательно. Ну, 2 как расходники пойдут. И еще раз повторяем процедуру. Я думаю, того охотника все-таки мы быстро замочим. Тем более вдвоем с носатой. Главное сделать это один и уверенный раз. Это будет очень печально, когда во время боя хилы кончатся и все. И потом еще раз надо будет 3-й раз этой носатой помочь. Но сначала надо будет убить викария Амелия. И потом на этом месте, вот рядом с этим входом к этому боссу, появится еще раз носатая. И тогда мы потом уже после битвы еще с одним охотником, с нее можно взять броню. Ну, броню и эти кинжалы, короче говоря. Так, 2 есть. Посмотрим, может быть, необходимое количество и так найдет. Может, к оборотням не придется идти. Ну, как говорится, с миру по нитке, голому рубаха. Вот с этого бывает тоже 2 падает. Но это не точно. Зато дед стабилен. Как автомат просто. Ну давай. Чё они все пустые? Хрена нет. Надо было ему прыгнуть, а?
Иногда мобы вообще в себя не в тему ведут. Кстати, так-то если я завалю еще одного оборотня, мне почти будет хватать на уровень. Все равно сон охотника возвращаться. Давай двух оборотней убиваем. Ну или кто это? Бешеные собаки. Иди сюда. Херово, что они вдвоем. Можно и отъехать так. Вот мне казалось, с них больше падает. Давай, хлопаем, что у нас тут есть по этим. Тоже несколько. Слушай, мне этого хватит. Прокачаться. Все, пойдем, короче говоря, охотника забодаем. Ну тогда на следующем стриме и будем изучать уже непосредственно площади, начиная в Силоку. Все, досвидули. Да, соборный округ. Я сейчас вне стрима побегаю, посмотрю, что это за подземелье такое, Птумеру, там вот эти чашки. Что там просто вообще можно выбить, если вообще мне уровень позволяет там находиться. Там, может быть, такие же будут бомжи с мешками, которые просто тебя ваншотят и все. Тогда какой смысл? Так, давай убедимся в верности квеста. Не приближайся к могиле, что находится под часовней Иден в Соборном округе. Сперва мне нужно уладить там кое-какие дела. Всё. Куда этот мужик вообще с мешком тут взялся? Ладно. Все. Мы взяли у нее квест. В самом начале она стояла у нас, ну там, сложно объяснить, короче. Теперь мы у нее точно берем второй квест. Помогаем ей драться с одним из охотников. Он находится там же, где у нас Гаскоин стоял. Только что-то я его не вижу. Мне на голову ему не приземлиться случайно. Вон он стоит. Ждет. Кстати, он похож одеждой на меня. Понятно. Он услышал. О, я понял. А там как раз у нас это прибежала носатая. Здесь это не одноразовый квест. И тут можно подыхать. Я хотел заряженным ударом ему треснуть, чтобы хоть как-то ему задамажить нормально. Что-то походу не судьба. А зачем туда быстрее бежать? Он же все равно стоит, ждет тебя.
Или там драка продолжается, если ты дохнешь. Да, драка продолжается. Ни хрена, почему так? Все в крови, хуя. Хрена он бешеный, кстати. Все, я понял. Ходим. А че, парировать не вариант? Его надо прямо в морду лупить. Стопудово можно его спарировать. Такие дела. 5000 за него дали. Я сейчас еще один левел себе бахну. Наследник. А у меня еще есть руна луна. Поговорить. В этом не было необходимости. Но спасибо тебе. Мы сделали это, мы живы, а ты хорош. Не благодари. Она... Наверное, ты и Гаскоина убил. Да, был грешок. Он терял рассудок. Уверена, что так и следовало поступить. Однако старайся не запятнать свои руки. Охотник должен охотиться на чудовищ. Охотников оставь мне. Чеп корова мычала. Одобрение. Ну, она повторяет базар свой. Так, ладно, у меня есть какая-то руна. Я даже не знаю, как их поставить адекватно. Даже две. Смертельные атаки приносят больше отголовков крови. Больше отголосков от павших. От каких павших? А, просто ты убиваешь, и у тебя больше отголосков? А как это поставить? А, нужно туда, на алтарь топать. Я понял, давай попробуем. Тоже не попробовать, да? А третий охотник, он еще жестче будет. Угу. Так, давай, нет, для начала посмотрим, что эти за руны. Блин, а куда, как руны-то применить? Явно же не возле камина, да? Починить оружие надо. Блять, я случайно ставил херовый самоцвет, правда, ну ладно. Очки здоровья. Прот ВОЗ. +1. Что бы это значило? Пиздец. Ох уж эти сокращения. А вот как? Вот эти вот шарики, кругляшки такие. Вот как-то в них надо вкорячивать руны вот эти. Как это сделать? Может быть здесь? Нет. Как руну поставить? Старый, ты знаешь, как руну покалечить свою? Пошел нахер. Пошел ты нахер, козел. О, колпачок, кстати, его. Вот одежда от этого чувака появилась.
Так полагаю, здесь появляется все, что ты с кем-то либо пересекаешься. Большинство, по крайней мере. Ну, он Гаскойна завалил. Энрика этого завалил только что. И охотника это с кровоглота упало, по-моему. Как руны поставить? Короче, это походу Google мне в помощь. Вот я что могу сказать. Вот они прям в кругляшки должны вставляться, эти руны, я видел. Выбрать предмет для использования. Вот, выбрал. Потом на крестик нажимаем. Использовать. А почему не получается? Не знаю, я врубиться не могу. Ладно, давай бахнем себе еще один уровень. Бешеная холодная. И всё. Как раз на один уровень мне хватит. Я не знаю, в принципе, все, что я больше за сегодня я уже ничего не успею. Ладно, будем тогда закругляться. Сейчас я сюда сбегаю, посмотрю, что тут вообще. И заодно загуглю, как руны эти вставлять. Может быть, что-то и найдется. Ладно. На этом на сегодня все. Спасибо, ребят, за просмотр. Кто не подписывался на канал, там лайки ставьте. Подписывайтесь, соответственно. Комментарии, может, напишите. Будет здорово. Ладно, все. Спасибо, всем удачи и пока.